Всем привет. Ну что, все-таки нам уже подвезли паучка на ПК. Это у нас ремастер версии изначальной, которая выходила на PS4. Вот. Порт на ПК. Поехали. Начать. Играть будем на геймпаде. Так удобней. Я ее проходил уже. На геймпаде она приятнее играется. Ну, тут по фотографиям вкратце история. Питер Паркер. Тут уже, по-моему, несколько лет Человек-паук. Ну, кассеты он уже себе сделал. Куча всяких гаджетов. А макарошки не доел. Это у нас, по-моему, Оззи Осборн. Вроде Оззи его зовут. Угу, там был этот у нас Фиск. Всем постам, полная мобилизация. Направляйтесь к башне Фиска. Фиска? Фиск, Скорпион. Этот как он. Носорог был. Паркера лицо переделали. Чтобы она более была похожа на Тома Холланда. Питер, оплати счета. Ну, как обычно, у Питера не до этого дела. Спецназ прибывает к башне. Ждите сигнала. Ордер скоро будет. Так, ну вот, геймплей. Держим РТ для раскачки. Все, понял. Не, ну по городу кататься самое то вообще. Капитан Ватанабе. Вы задержали его? Нет, мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Угу. Первое задание. Будет сделано. Добраться до башни Фиска. Не, ну по сравнению с другими частями про Паука, отличное просто перемещение по городу. Всякий паркур, как бы это не надо прокачивать. Ну там так, относительно. В принципе, все, что нужно, у тебя есть с самого начала. Остальное мы уже там потом будем Паркер, качать гаджеты. где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да, простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо Это нам- быстро закончить и бежать на настоящую работу. Это нам, получается, звонил этот, как его, будущий осьминог. Доктор Октавиус. Где ж башня-то это? Что-то все. Летаем и летаем. Но там, я помню, Похоже, Юра что вызвала кавалерию. на PS4 у нас были прикольные такие костюмчики. Сейчас посмотрим. Ну, потом со временем посмотрим, что можно одеть из этого.
Не знаю, эти же шкурки будут у нас с 4-й плойки или же какие-то другие. 10:32, Таймс-сквер, мы тут под обстрелом. Пора пробивать. Это ребят Фиска, да? Назад! Бум. Давай-ка мы на одно деленице прибавим звук. Общая громкость. Давай эффекты на разок. Ну и музыку также. Держи его! Так, Привет, учат парни. нас Кто боевки, да? заказывал двойную порцию тяжких телесных? Так, значки паучьего чутья. Мигающий над головой предупреждает вас об угрозах. Заметив такой значок, готовьтесь уклоняться. Окей. Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Ну, тут, в принципе, как и в комиксах, про паука. Паука у нас не заткнуть. Мне это не нравится. Болтун. Да подстрелите же его! Надо побольше, да, наверное, паутины у них настреливать. Немало ребят. Ну и добиваем в воздухе. В принципе, боевка очень схожая с этим, как вас, с Бэтменом. Человек-паук, как ситуация? Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Пришпандорил этого товарища. Так, Юрий, К земле. готово. Что происходит? Юрий? Юрий! Юрик. Что там? Расчистить путь, ну. Так и знал, что Фист поднимет шум. Угу. Это у нас погоня получается. Надо догнать вон ту тачку. Впереди у нас едет большой грузовик, а мы его догоним. Некоторые тут сцены как бы очень прикольно построены, поставлены. Insomniac Game в этом плане молодцы вообще. Пришлите еще людей и закройте небо. Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймай. Ну, я тогда... Сейчас, секунду, давай еще общую громкость. На деленице. Даже на 2, наверное. Начинай. А? Время пришло. Уже получше. Берегись! Эй, ты куда это? Лови Главное, его! ногой сначала выбил. Надо было головой его выбивать. Уходи, паук, мы сами справимся! Так, куда идем-то? Заполняйте шкалу концентрации. Атакуя врагов. Чем выше ваша концентрация, тем больше урон вы наносите. Чем длиннее ваша серия атак, тем быстрее накапливается концентрация. Получайте дополнительную концентрацию, сражаясь в Не воздухе. хочу вас огорчать, но Ну, мы уже не в справились. воздухе так в воздухе. Спасибо за поддержку, ребята. Потом побольше можно будет финтов разных крутить. Качнем. А Вот концентрация она, нам комфортная позволяет рабочая среда. здоровье восстанавливать. Блин, я его куда закинул. Так, еще. Последний, по-моему, да? Не попадитесь! Ну, тот со мной уже явно ничего не сделает. А давай вот раскачаем что-нибудь. Бум. Тоже забавно. Можно взаимодействовать с предметами окружающими. Я вот не помню, по-моему, у нас у Бэтмена ничего такого подобного не было. Или было? Я уже не помню. Вы можете лечиться с помощью концентрации. Чем больше концентрации вы накопили, тем больше здоровья восстановите. Восстанавливаем.
Ну, хоть не надо всякие там штучки собирать, Надо убрать стрелков. чтобы здоровье поправить. Пришло время боли. Это что, шутка? Ну да, юмор такой, паучий. Что это за дерьмо? Вообще заткнешься? Ну они, я смотрю, паутину рвут через какое-то время. Кажется, это все. Все время он в ней не простоит. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Угу. Я предпочитаю более прямой подход. По шахте, стопудово. Да. Давай. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. Так, И надеюсь, удерживаем. что никто не включит лифты. И он бежать Наши начинает вертолеты по под стенкам. обстрелом. Так удобно. Фиск расставил своих бойцов Быстрее на всех выходит. этажах Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его Тоже и прикольно покончу то, с этим. что можно и по Рано. шахтам Мы ползать. перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Не часто, Нам конечно, нужны но все равно. доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок Вот от Мэй. сюда. Лучше отвечу. Привет. Прыгаем, Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. подтягиваемся Как вот жизнь? сюда. Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо, люблю тебя. Я тебя тоже. Так он не задыхается, пока с тетей разговаривает. Он же все-таки немножко тут бьется с другими чуваками. Держите его, не давайте ему прыгать! Сегодня Так, явно Б не и твой Y. И как это может хорошо закончиться? Хорошо. Это, видимо, можно такие добивания делать на полной концентрации. Давай, гаси! Не знаю, можно ли тут эту полоску качать. Не помню. Все-таки Теперь надо думать, следующий. несколько лет назад я ее проходил. Привет, Ну и все, нормуль. Надо найти серверную, пока улики еще там. Так, нам туда, выше. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Угу. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Вон там вентиляцию вижу. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиск и грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу ускорить удаление. Они такие В принципе, милые, во когда многих скучно. фильмах то, что показывают, когда человек ползет по вентиляции, там довольно-таки... Ну, я бы не сказал, что прям куча Техподдержка? пыли. Я Но забыл свой пароль. вполне не грязно. Не пускайте к терминалу! Задержите его! Внимание. Но в ухо получил. Форматирование. Удаление еще не завершено! Вы даже для сисадминов слишком Так, грубые. пока лечиться нечем. Ну, как бы есть. Но мы пока и так вроде не Надо тащим. попытаться спасти хотя бы остатки данных. В принципе, вся игра, ну, не очень сложно. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Вот активностей лишних много, это да. Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка. Жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятие. Выломайте дверь, живо! Прикончить его! Уничтожить все! Вот такой себе удар, лучше их в воздухе прикольно ловить. Подбрасываешь и к нему подтягиваешься. Ну, однажды Чем-то я между что-то делом есть задержал такое, одного что-то вроде напыщенного Devil May криминального Cry. босса. Если я уйду, весь сброд этого города вылетит на улицы, и виноват будешь ты. Ты славно потрудился, Фист. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к Какие-то основному разные действию. добивания регулярно появляются. Блин, мне полоску сбили. Ладно, я понял, короче, урон нельзя получать, иначе полоска сбивается. Юрий, взрыв только что. Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Убить его, или босс убьет нас!
Слушай, она же там будут еще товарищи со щитами. Да, Кажется, по-моему, это они все. непростые. Хотя, тут главное приучиться. Нормально. Все чисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Мгм. Похоже, они заперты. Вилли, ну да, это Мы найдем Вилсон бомбы. Фиск. Че, нам куда? Наверх? Давай, выше. Последним взрывом завалит... Все на выход! Всем покинуть здание! Ну, мне туда. Тянем. Оп. Кажется, там еще есть люди. Я их найду. Кинематографичненько-то все как. Человек-паук! Не вылезти! Мы застряли! Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Чик. Выползайте. Зачем дважды это делать? Ну, вперед! Спасибо. Не благодарите. Ну, Уилли, я уже на подходе. Так, Вилли. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увезти. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. Мгм. Если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Но надо успеть до прилета вертолета его. Юрий, врачей сюда, срочно! Попытаюсь. Все взрывается. Угу. Ложись! Все, увернулся. Так, давай-ка. Подожди. Надо подтянуться к нему. Все, что ли? Есть еще Волосы кто? и хватит. Так, пока был один. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? На куски порву! Не подходите к этой штуке! Что-то медленно как-то шкала растет. Концентрации которая. Так, давай. Надо определиться с длиной. Что? На какой длине он, блин, подтягиваться может. А давай ближе, да, вот. Их, опа, вот сюда. Ты знаешь, что такое частная Попался! Все, больше нет никого? Ну, вроде нет. Окей. Мог бы и так открыть. Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? Угу. У нас момент с паркуром, да? За ним! Ну, таким образом, У меня на всех хватит. Я вышибу тебе мозги! таким образом мы будем часто препятствия, бегая по зданиям, Думай сделать преодолевать. это со мной. Не дергайся! Ну, он довольно-таки далеко летает. Саперы Ураган. должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Бэтмен, кстати, не мог таким похвалиться. Он какое-то определенное расстояние выдержал Вы в всегда. порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед, мы пойдем за тобой. Эй, босс, Паучье дитё. Подставные копы. Так, паутинный удар. Ныряем и добиваем. Вы все это время спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Что значит спали? Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Ну и все как-то. Кончились? Не, он последний еще живой. Все. Не знаю, мне почему-то раньше думалось, что они как-то посложнее, эти Юрий, ребята со щитами похоже, будут. кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Угу. Это у нас будет первый босс, да? Уилсон Фиск. Окей.
Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Ну, тут такие приколы от паука на уровне подростка. Я удивлен, что ты добрался. Ну, а то не удивительно. Но отсюда ты... Игра как бы у нас Не явно не уйдешь. 18+. Ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Что он имел в виду? То, что 8 лет этой наглости. Жду нужного момента. Перезарядка. Ага, и вырвать, да, эту турель надо? Или просто зажать? Это пока непонятно. Что надо сделать с ней? А, ну вот, все, и вырываем ее. Что ты делаешь? Что я делаю? Турель разрушаю? Слушай, ну на большом расстоянии он вообще действует со своей паутиной. Как Не это надо может быть? совсем вплотную Что к врагам такое, Уилли? подходить. Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся. В мультиках его Амбал звали. Вот мой момент. Мгм. Добиваем. Главное, Не близко к нему. зарывайся, мальчишка! Не в этот раз. Так, сначала вот так, потом и чем-то я его еще грел тут. Ты умрешь, как жил, никому не нужным! Ты уж постарайся. Подтягиваемся. А что ты его не... Угу. Тихо, я запнулся тут за колонну. Ну давай, давай. Такое говорил. По ушам надо было ему двинуть. Я еще даже не начал играть! Сколько раз ему надо, к нему надо так подтянуться? Видимо, по каким-то катсценам, да, будем драться? Ты виноват во всех бедах этого города! Угу, ну естественно. Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать! Окружить! Бля, вот мелочи мне точно тут не хватало. Идиоты! Вас учили драться, так деритесь! Не, ну понятное дело, сначала надо мелких разматывать, а потом его. Оправдания мне не нужны! За что я вам плачу? Тихо, тихо, тихо. Они же не бесконечные. Гаденыш! Подожди тут. Скоро все кончится. Че они стоят-то все? Нет! Бля. Я сам кретины! Прям в затылок долбанул. Отвали от меня. Блестящая башка. Впечатляет! Ну и где же подкрепление? Так, ну вроде все. Знаю, босс. Давай к нему подтягиваемся. Ну, пока вроде ничего такого. Я вот даже отхиливаться успеваю. Так, все, ну не больше 4 ударов можно делать. Перебор. Короче, главное не жадничать. Хватит с меня! Сами напросились. А чё ты не подтягиваешься к нему? Паутина кончилась. Тихо, спокойно. Ну главное, короче говоря, не удерживать Y, а по-быстрому нажимать его. Он тогда к нему как раз подтягивается. Так, давай. Это что-то вроде второй фазы.
Угу. Некоторые бои по этим, по QTE моментам будем. Что-то вспоминаю такое. Да все, поймали уже. Так, что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Все, фиск пойман. Ну и обучение, получается, закончено. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! 1 месяц! 1 месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главарь отправляется за решетку. Мгм. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму? Так, и чё оно? Ага. Дерево навыков. Вот. Навыки новые. Вы повысили свой уровень и получили очко навыков. Очки навыков даются на накопление определенного количества опыта. Выполняйте задания, убивайте врагов, чтобы зарабатывать опыт и получать дополнительные очки навыков. Хорошо. Это всякие гаджеты у нас получается. Вот это вот перемещение. А нет, слушай, это все равно это в драках. А зачем? Ну ладно. Можно, в принципе, вот это качнуть. Так. Больше концентрации. Вот это тоже качаем. Хрена, что-то мне очков навыков накинули. Подтянуться на паутине 2 раза подряд без потери высоты тоже нужно. Дальность прыжка. Ну, в принципе, выполняя побочки, вот это вот подобное пригодится. Воздушная акробатика. Различные опыты, концентрация. Давай что-нибудь. Мне еще 3 навыка доступно. Давай, наверное, вот это качнем. Дальность нокаута сверху. Пригодится, кстати. Бесшумный нокаут. И тоже, кстати, тут стелс. Ну, стелс тут будет. Так, задания нет. Персонажи. Ладно, список приемов. Ну, это просто новые эти. Новые комбинации. Ага. Это DLC. Ладно. А где костюмы, интересно? Может, потом? Стой. Легенда карты, своя точка. Что-то я пока не вижу, где у нас тут есть. Мне в лаборатории надо. Каскорпу. Паркер, ты где? А нет, к этому. Миссия скоро будет здесь. Надо проверить. Октавиусу. Совсем рядом, в паре кварталов. Придется все делать самому. Не надо, это опасно. Ценю энтузиазм Дока, но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился. Ну, это вот не очень, конечно. Не, ну перемещаться по городу вообще отлично сделано.
Просто замечательно. Главное, удобно и элементарно. Я попробовал это сделать на клавиатуре с мышкой, но такое. На геймпаде получше. Ну, надо думать, она сначала все-таки для консоли разрабатывалась. Чё ж ты не зацепился-то? Видимо, не за что. Не, ну правда, что-то мне очень много опыта навалили, я столько способностей прокачал. Так, сейчас будут такие небольшие головоломки, по-моему, да? Простите, опоздал. Я... Не знаю, как по мне, так он не очень похож на Тома Холланда. Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний. Черт. Может быть, отключить? Еще нет. Стой, секундочку. 5 звук. Давай опять еще одну общую громкость поднимем. Сейчас! Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Ну, в принципе, здесь Октавиусы сделали что-то похожего на вторую часть Сэма Рэйми. Прям вот и характер, то, что у него постоянно там неудачи, все глючит и так далее. Как-то он больше на этого персонажа похож. Вот именно из фильма со второго. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Отшил. Ну, в принципе, что он студент? Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Проверить Да, протез. док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. О, ты не в лучшей форме, малыш. И что? Ну, двигаю я. Посмотрим, что с тобой не так. Сейчас мы какие-то вот микросхемы там что-то будем собирать такая. Octavius Industries. Так, диагностический центр. Ну, понятно, не работает рука. Что-то в плечевом суставе Ладно, заглючило. Нужно собрать цепь управления Если бы ты не опоздал на питанием. проверку, я бы заметил. Соедините зеленый начальный элемент с оранжевым конечным элементом. Мгм. Используя определенные детали. А как поворачивать эту деталь? Мгм. Вот так. А это мы не можем двигать, кстати. Ладно. Это мы убираем. Берем вот одну такую. Ну, все нормально. Всё хватает. Вышло. Ага. Еще. Перенаправим сервопривод. А, ну тут надо 3 будет схемы таких собрать.
Ладно, это пока по прямой, только вот так. Чё он не работает? Ну-ка, давай попробуем его не включать в схему. Или это обязательно? Походу обязательно, и значит тогда вот эти вот все вообще не катят. Тогда давай вот с этого начнем. Раз, два. Такой один. Да, тут прямой. Пойдет тоже. А этот я могу? Да, этот я могу тоже вращать. Отлично. Ладно, что дальше? Сбалансируем напряжение. Положительный или отрицательный? Вот я так полагаю, отрицательный. Ну и все, чё. Нужно, чтобы тройка была из двух сторон, да? Когда мы вот здесь. Закончил. Все нормально. Забрали руку. Посмотрим, что будет. Как новенькая. Работает. Ну, блин, еще бы она не работала. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Ну, по лаборатории бегать можно. Точно. Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Это ладно, это все мелочь. Работа значительно Тут послушать, здесь посмотреть. Док проводил Пробуем испытания собирать. с новым материалом для протеза. Да, я помню эту штуку. По фрагментам что-то делать тут. Сюда втыкать, да? Ну, такое что-то припоминаю. И это сюда. Там потом сложные будут схемы. Гидрогель полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Все, мы больше ничего собирать не будем. Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Как хотите. Я думал, надо еще с доктором потрещать. Так, опыта. Ну, опыта совсем чуть-чуть дали что-то. Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. ЛГБТшный флаг заметил. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, что угодно. Уже в пути. По-моему, мы тут не со всеми будем по сюжету драться. Там у нас что, стервятник, Похоже, Скорпион. Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? У нас там... Это только Да что ж факты такое? Джеймсом и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии 2
А это мы можем отключить? Игра. А то сейчас это радио задолбает просто. Ладно. Не знаю, где искать. Где-то видел в настройках, я не помню где. Упомяни книгу и, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите, не получите. Добро пожаловать в «Только факты» с Джоной Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу? Я уж потом поищу. В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Так, можно радио это отключить. А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. О, прекрасно. Так, мне на самый верх, да, здание? И заткнитесь! Я расскажу вам кое-что о криминальных боссах. Стоит арестовать одного... Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? Оно В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Аскорб. же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я Опять у позвонила, нас кому активности доверяю. будем вышки Плюс на включать линии еще. помехи, и мы не знаем, что делать. Обожаю сложности. Сломаешь — заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Так, первая вышка. Проверю-ка я эту вышку. Входные частоты смещены. Изящно. Ну вот это вот немножко уже точно похоже на Бэтмена. Не немножко, а... Что надо делать? А, все, я понял. Так вот длину. О, готово. А что, только одну надо включить? Наша вышка снова заработала. Ты помог. Ну, я ж не только симпатяга. То, что ты сделал, это можно повторить с другими вышками? Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ясно. Хорошо, что там наш отряд. Не утруждайтесь, я займусь. Ну, по-моему, это все равно надо будет, да, выполнить в любом случае. Потом это уже можно делать как побочные задания. Вот это вот первое надо обязательно выполнить. А, по сюжету сейчас пойдем все равно. Побочек Теперь таких уверен, тут масса. что они не забыли ключи. Так, способны блокировать с холодным оружием большинство атак, но уязвимы для подбрасывания в воздух паутины, бросков, предметов. Хорошо. Понятно. Да, и вот только воздух. Слушай, а как быть тогда, если пока ты одного в воздух подбрасываешь, тебя второй в ухо бьет? Побольше бы паутинки вот таких зарядов было бы поприкольнее. Все. Да, тут же с помощью каких-то Всё, жетонов еще готово. что-то прокачивается. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучая ты, Юрий. Твой любимый, грубый, но милый опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, 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 ты обещал, что больше не... Коп-паук. Нет, не надо. Коп-паук. Так, а что, надо обязательно, да, это делать? Подожди, давай проверим, где карта у нас.
Да, это, походу, обязательно. Департамент полиции. Так, на страже мира. Капитан. Капитан Ватанабе хочет поговорить лично. Интересно, в чем дело. Так, а где это? Может быть, где-то дальше вообще? Не, у меня только один район открыт. Да, видимо, пока я парочку побочек не сделаю, тут не это... Ничего нельзя будет придумать. Угу. Вот таким знаком у нас не отмечается задание. Это не побочное. Зачем-то департамент. Ладно. Тут, Так значит, это ты просто учат Отвали, урод! с активностями работать. Точняк, это она. Я сказала, отвали! Толстячок. Он умрет первым. Отстаньте от меня! А ну потише, леди. Отстань от нее! Вот дерьмо, Человек-паук. Так, а громилу у нас, получается, надо, по-моему, как и Фиска, также лупить. Он защищает даже. Ну-ка давай, попробуем. Угу. Слушай, он еще не все. Как он долго умирал. Уходи, или она Умирал. Отпусти! Паук никого не убивает же. Так, спасите заложника. Пока не стекло время, используйте L для прицеливания. Затем, чтобы разоружить врага. Хорошо. Ничего сложного пока что. Все. Все в порядке. Можно вызывать полицию. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр Пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе. Уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не Ее пробовала чуть не их. убили, а он про Уже какие-то давно. оладьи рассказывал. Я зайду туда. По-моему, ей Спасибо. сейчас не до этого. Парень-паук. А Человек-паук. Ну, Да не важно. оттуда можно разглядеть следующую вышку. А зачем мы это? Ну, давай прям по зданию, да, пробежимся. Чик. И всё. Поднявшись на вершину, коп-паук разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Это ты про себя, что ли, вещаешь? Что? Ну, это сюжетное Нет, задание, конечно, по-моему. нет. Шеф никогда не понимала копа-паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Надеюсь, в обязаловку не заставят. Блин, ну как это? Надеюсь, говорю, в обязаловку не заставят прямо все побочные задания на открывшейся карте выполнять. Можно Расшифровать. настроить эти вышки не только на преступления. Но еще и на наказание. Это прямо у Бэтмена взяли. Ну, что ты зеленый тебя не становишься? О. Вторая вышка. Ну тут вышек, по-моему, штук, наверное, 10-12 будет. Ага. Есть! Теперь вышки ловят все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Что же это? Чё, куда надо идти-то? Проверить сигнал. Чего проверить?
Блин, да походу сюда надо идти. Где-то на этом здании. Упс. А. Ого! Мне прям сейчас все, Это что ли, же мой активности школьный покажут. рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Интересно, сколько таких по всему городу? Господи Иисусе. Да их очень много. Ну да, райончиков тут побольше, чем я думал. Точнее, чем я помнил. Так и что, задания-то какие есть? Ладно, посмотрим, может быть. Ты еще там? Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Он и человек, и паук, И но коп. главное коп. 55 рюкзаков, ну охренеть. Не, я все точно искать не буду. Так и что, куда надо идти-то? Стой, карта. Угу, по прямой. Твои дела? А сюжетные задания-то будут вообще? Где-то тут. А ты ниже, чем я думала. Открывай сейф! Живо! Эй, парни! А! Человек-паук, стреляй! Челопук. Надо же прямо в магазинчике размотать получится. А что ж так? Все. А нет, еще один у нас. Еще? Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Ты об этом пожалеешь, человек-придурок! Человек-придурок. Все. Не говорите, что еще одну Так, вышку Юрий, надо как-то Сейчас открывать. починю последнюю вышку в Чайна-тауне. Ты не хотел сказать, коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону — удел молодых. А коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня коп-паук в отставке. О, слава богу, за это надо выпить. Мы все пьем сегодня, Юрий. В память о копе-пауке безвременно... Юрий? Что они Юрий, несут? ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Так, прицелиться и восстановить сигнал. Вот сюда. То есть у нас есть один район. На нем надо восстановить 3 точки. Это так. Вышки показывают на карте различные находки, испытания и побочные задания. Я понял. О. Еще один уровень. Большой урон в рукопашке. Плохо. Нельзя, чтобы 3 волоска на моей груди попали на камеры. Ну или кому-нибудь в рот. Инструменты для ремонта... Так, у нас есть одно доступное очко навыков, да? Это что у нас? Удерживайте, чтобы выбивать пистолеты, дубинки. О, это хорошо. Это пригодится. Там потом еще Костюмы в автоматы можно лаборатории. будет качнуть. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Так а что, куда идти-то? Это еще 3 вышки. А где сюжетное это задание вообще? Может быть, типа надо открыть район, и потом там откроется задание? Не знаю, давай вот сюда сходим. Может быть, стой. Доктор, а вот как задание. все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Вовсе нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра.
Отдохнем и продолжим творить будущее. Будущее. Так, тогда мы это дело с меточку снимаем, Его... чтобы не мешалось. Нам вот туда надо идти. Оптимизм на развес бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Получается, сейчас научат прокачивать какие-то или гаджеты, или сам костюм. Вообще мне кто-то видел. Бегун по стенам. Оу. Еще 5000 надо собрать. Ну там какая-то или ачивка будет, или что-то в этом роде. Блин, как флагов много ЛГБТ. Что у нас тут? Всем постам. Совершено ограбление. Угу. Подозреваемые Как-нибудь в вооружены. другой раз. Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Например. Дырочки подшить. Тут заплатки надо ставить. Паркер! Доктор Октавиус, что это у вас там? Лапша. Если бы я знал, что ты Чуть с тут, костюмом я бы... не спалился. Что это у тебя там? Да так, один проект. Проект дырка на костюме. Ну да. Это ты. Я не знаю, Да что... брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел. Октавиус тоже но не дурак. Боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. Да. Угу. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Ну, да. Не бойся. Нашел куда Я костюм нем как приволочь. Ну, я, пожалуй, пойду. Надо угадывать слово. Проверь почту. Надеюсь, док не уволить меня хочет. Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука, который так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Твой партнер и друг. Белый паук? Ну вот у нас открылась вкладка костюмы. Теперь вы можете использовать жетоны для изготовления улучшенного костюма. Окей. То у нас, чтобы заработать жетоны, выполняйте побочные задания и совершайте различные действия в городе. Ну, понятно, заставляет. Хочешь костюмчик себе какой-нибудь прикольный? Ну, извините, выполняйте побочки. Так, удерживайте А, чтобы изготовить улучшенный костюм. Все, да? Доступен новый костюм и функция костюма. Функция костюма. Модификации. Открыть или выбрать модификацию вы можете здесь. Выполняйте повышенное задание. Чтобы получение доступа, ну, понятно.
Создавать модификации костюма с помощью жетонов. Модификации повышают боевую эффективность и другие характеристики костюма. Вы можете выбрать до 3 модификаций одновременно. Их эффекты суммируются. Должно сработать. Хорошо. А костюмы я на паузе могу выбирать или надо обязательно сюда идти? Пардон, спешу на работу! Извините. Паучок, классно! Привет, Нью-Йорк! Ха-ха! Новый костюм, старый добрый я! Угу. Теперь доступны DLC. Для доступа к компаниям в город, который никогда не спит, перейдите на закладку в DLC меню. Хорошо. Погоди. Костюмы. Давай посмотрим, какие у нас вообще есть. Понятно. Это закрытый. Кстати, неплохой нуарный. Как. Я каждый могу взять? Ну да, слушай. Тоже забавно. Это что такое? Это дар аниме, да? Это фантастическая четверка. Почему у него пакет на голове? Это я не понимаю. Это, по-моему, из фильма как раз. Тоже из фильма. Это у нас, по-моему, Тоби Магуайр в таком бегал. Нет, он в таком бегал. Это у нас из фильма Новый Человек-паук. Это закрыто. Бля, какой. Прям железный человек. Разницы же никакой, да, у них. По функциям то же самое. Так, вон еще у нас есть панк-рокерский какой-то костюм. Ну, это такое. Да, что-нибудь из нижнего выберем. Там вроде прикольно есть. Только черный будет, да, наверное? Нормально. Так, функции костюма. Это что такое? Поражение врагов сокрушительными акустическими волнами. С гитарой? Серьезно? Это типа а-ля Devil May Cry? Крушение врагов 4 искусственными руками из моноатомного кристаллического сплава. Забавно. Кстати, вот на PS4 таких улучшений не было. Не было гитары точно. И не было вот этих вот конечностей. Их взяли после выхода фильма. Так, Блиц. Микрогироскопы позволяют быстрее бежать. Передача импульсов в реальном времени помогает сбивать с ног противника. Не знаю, вот, по-моему, давай это попробуем. Вот так, допустим. Атаки гаджетов повышают концентрацию. Уменьшение получаемого урона в рукопашной. Тоже как вариант. Радиуса действия сканера дополнительной реальности обнаруживать предметы врагов на большем расстоянии. Давай меньше урон, наверное. Жетонов-то не хватает. Ладно, такой поставим. Ага. Я понял, как это работает. Ну, прям Человек-паук, враг это в отражении. Человек-паук, думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Окей, пойдем туда. Стану любопытным. Юрий, я на стройке Фиска, и тут куча парней, которые совсем не строительством заняты. Тут надо больше по стелсу действовать. Сейчас я это выясняю. Док прислал сообщение. Похоже, новая идея паучьего гаджета.
Он хоть во сне перестает изобретать? Давай посмотрим. Разработки Отто позволяют вам изготовить ударную паутину. Удерживайте А, чтобы изготовить ударную паутину. Это обязательно, да, надо сделать? Хорошо. Доступна ударная паутина. Как она действует вообще? А, ну как будто с дробовика в него выстрелил. Хорошо. Для получения доступа к новым гаджетам используйте жетоны или детали, найденные при выполнении заданий. Но тут не только задания, тут скорее вот это вот все вот нюансы можно будет прокачать, проходя тоже побочные миссии и так далее. Можете улучшить каждый из гаджетов с помощью жетонов. Чтобы заработать, выполняйте побочные задания, совершайте различные действия в городе. В общем, занимайтесь в городе и все будет. Ага. Это еще и прокачивать сверху можно. А это что? Скорострельные инжекторы паутины. Выставив из них во врага рядом со стеной, вы можете приклеить его к ней. Угу. Ну, ни на что не хватает особо. Ух ты! Похоже, может сработать. Подожди, что-то не сработало. Выбрать ударную паутину. Нужно контекстное вот это вот. Почему это с геймпада не работает? Я не то. А, вот он что. Вот так это делается. Так и что? Ударная паутина. Ну, выбрал я. Что там нового на форуме? Вообще не двигается. Шикарно! Доку понравится! Разглючил его товарищ. Ничего еще не закончено. Я знаю. Все, надо еще как-то к нему подходить. Добивающие приемы 10, привязать к паутине еще 5 человек. Может, и убил. Лени говорит, Подожди. что Человеков-пауков много. Прикуси язык. Человеков-пауков. Не хватало только армии Человеков-пауков. Вы тут новички, Джонни. Пора баиньки. Запомните правило номер 1. Вам не стоит опаздывать с доставкой. Тут народу много, естественно, начнешь шуметь. По стелсу тебя быстрее застрелят. Был тут один парень. Он решил промочить горло во время доставки. Где он? Это была его последняя доставка. Вот он. Улавливаете? Накал сверху. Потому что мы доставили... Я, походу, спалился, да? Да, началось. В принципе, можно от них удрать, они потом забудут про тебя чуть-чуть. Дешевый трюк! А че это они все как кегли-то попадали? Блин, просто с автоматами такое себе. Ай-яй-яй. Я вообще ничего не вижу. Научим его уважать нас! Ой! Боссу нужно! Все к нему! Долго ты там не проторчишь! Что так народу там много? Еще, парни! Не подходите к этой штуке! Да ё-моё. Он убил Дэйви! Человек-паук, мы накрыли 4 нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Да идите вы нахрен. Торговля оружием. Некогда. Попробую перекрыть поставки. Сам напросил! Ух. Чёрт! Мы возьмем Надо было не тебя шуметь. мертвым. Фиску без разницы. Надо. Слишком Сейчас просто. попробуем.
Сейчас попробуем более по стелсу действовать. Человек-паук! Не получится. Прикончите его! Отправляйся в пекло, приятель! Что это за фигня? Если шумишь, они больше народу призывают. А если все по-тихому проходит, то надо только 10 человек убить. Человек-паук, мы накрыли 4 нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Торговля оружием. Попробую перекрыть поставки. Да ё-моё. Как они, блядь, с автомата много сносят просто. Ну же, парни, прикончите его! И что прикажете с этим делать? Тихо, автомат. Быстрей. Так. Бля, еще граната. Я его не вижу. Ваш новый костюм обладает специальной функцией. Функции костюмов делят особо. Ну, понятно. О, прикольная штука. Как долго я могу это использовать? Второй раз у тебя не видит. Ай. Улетела опять. Слушай, ну эти когти забавные. Привет, еще, парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Ну да. А, вдвоем просто. И что прикажете с этим делать? Блин, вот с автоматами самый опасный. Сейчас ты заткнешься навсегда. Свалите его, пока он нас всех не перед... Предлагаю сдаться Здорово, добровольно. компаш. Нет? Ты очень серьезно ошибся. Да ё-моё. А. Там еще и сверху, да вы угораете, что ли? Сколько их там? 20? 30? Бля, херово, что теперь драться с ними со всеми придется. Я ничего не вижу. Что за жесть? Почему они так наверху все тут кучковались толпой? Привет, еще, парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Будешь в паука играть ради шуточек? Ты сдохнешь! Ну они такие тут. Так, он тут точно еще лежит. Так, давай-ка мы их тут подождем. Да, тут весь завод, по-моему. Чё так их много-то? Ну-ка, давай туда. Воу. Ладно. Ах. Улетело. Как он это сделал? Все, лежат. Предлагаю сдаться добровольно. Нет? Да серьезно, еще приехали. И что прикажете с этим делать? Избавьтесь от тела. Просто со всех сторон вообще. Покажи, что умеешь! Да ё-моё, вы задолбали со своими гранатами. Меня тоже! Привет, Честно, народу. еще, парни. А Да у нас ёпта. вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Да, чуть повторяй, тихо. А, опять слепуху мне кинули. Ни хера не вижу. Ладно.
Я научу тебя! Лови! Окей, давай к этому. Добиваем его. Предлагаю сдаться добровольно. Нет? Да вообще никогда не кончится тут. Ха-ха. Ни хрена они выносят просто 2 удара, и у тебя вообще здоровья нету всего. Что ж делать-то? Ты ничего не успеваешь. Давай так. Теперь он не уйдет. Блять, ну тут надо подбрасывать тоже. У меня вообще на это времени нету. Я одного пытаюсь подбросить, мне второй тут же бьет. Блин, может по стелсу правда идти. Че попробовать-то? На куски порву. Ну-ка, давай попробуем свалить на другое здание вообще. Дайте район задания, да-да-да. И вот они, главное, что просто берут и толпой кучкуются. Тоже запалил. Ладно, давай так. Возьмем тебя живым или мертвым. Иску без разницы. Я за тебя отомщу. Как гранаты полетели. Привет, еще парни. Они А друг у нас друга. вечеринка. Да ё-моё. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Так, эти тут что, тут встали, нет? Давай, остальные ждем. Все равно задел. Не попадитесь! Ты мой! Да ё-моё. Опять начинается. Ладно, он по идее по скрипту по-любому подтянется хоть кому-нибудь. Предлагаю сдаться добровольно. А еще толпа бежит. Давай так. Блин, она липнет! Ага, его никак. Давай воздух тогда. Не достаю. Тихо, бля, опять граната. Да твою мать. Сколько можно? Ну, подкидывай. Да подкидывай ты его. А у нас гранатометчики, что ли, подъехали? Ладно, хоть так. Их еще 4 осталось. Я проломлю тебе череп. На этом закругляемся. Все равно глуханул. Твоя башка. Вырубил? Вроде все. Да. Пройдено. Ну не наконец. Бля, жесть какая. Что-то как-то их очень много набегает на тебя. Надо было по стелсу Теперь идти. чисто, капитан. Только все в паутине. И кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа. Угу. У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Так, окей. Новый какой-то костюм, что ли, дали? Вот такой. Ну, тот забавный тоже. Только он закрытый. Надо 2 жетона рюкзака.
Так, навыки. Одно доступное. Давай-ка, чтобы винтовки тоже выбивать. А, блин, тут 2 надо. Паутинный удар. Ладно, мы, наверное, давай тогда... И делать их уязвимыми для воздушных атак. Нет, давай мы подождем 2 этих, 2 очка, и тогда можно будет винтовки выдирать у них. Если я хочу найти все стройки Фиска, нужно перенастроить мой навигатор на повышенную точность. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест. Пожалуй, я знаю, откуда начать. Ну, сейчас миссии будут, по-моему, с фотографией, да? Добраться до точки съемки. На самый верх надо... А, нет, не очень-то высоко, кстати. Ну так, относительно. Тут есть еще и выше здания. Внимание всем постам! Похищение! Старый добрый Empire State. Люблю этот город. А теперь фоточку. Камера. Так, а на что наводить-то? На Empire State Building? Вот сюда? Все. Так пойдет. Угу. Карта сейчас перенастроится. После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. Фотографируйте городские достопримечательности для получения жетонов достопримечательностей. Ну, по-моему, я вот это вот делал. Задание. Ну, по сюжету пойдем. Пока так. Сейчас обязательно кто-нибудь позвонит. Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить, у нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, есть как раз что качнуть. Так, увеличение опыта, начисляемого за победу над врагами. Да, давай. А, не хватает. Тут надо больше побочек проходить. Игра прям заставляет тебя побочки делать. Че, еще один костюм? Желтый тоже прикольный. Другие научные жетоны нужны. Это нужно выполнять вот эти вот всякие там схемы, то что собирать. Вот такие задания. Так, что это? Улучшение паутинного удара таким образом, что он отбрасывал не только цель, но и соседних врагов. Давай сначала это. Сначала. Тут с автоматами будет много народу. Конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. Исследуйте город, чтобы улучшить свое снаряжение и способности. Угу. То есть, короче говоря, меня на сюжетное задание даже не пускают. Да, на сюжетное задание даже не пускают, пока я что-нибудь себе еще не сделаю. Блин, ну не знаю. Давай рюкзаки поищем, что ли. Или вот это. Вот это может. Давай вышку откроем. Внимание! Мы получили сообщение о наркосделке. Проследуйте в Граммерси. Прием. Вообще без понятия, где это. Мистер Маггинс, если вы насчет аренды... Мистер Паркер, этот звонок третье и последнее предупреждение. Процедура выселения... Подождите, у меня зарплата в конце недели. Я... Процедура выселения начнется вечером в пятницу, если вы не погасите задолженность. Всего доброго. У нас паук, как обычно, торчит за квартиру.
Внимание патрулям, произошло нападение. У нас вызов из Нолиты. Активируйте вышки для поиска преступлений и находок. Ну тут у нас в принципе радио вообще не затыкается никогда, по-моему. Мистер Ли? О. Питер, у нас все готово, ждем только тебя. Отлично, уже в пути. Так, давай-ка мы сначала вышку одну сделаем. Потом пойдем на сюжетное. Вот все-таки разрешает идти пока. Давай это сделаем. Расшифровать. Забираться не надо. Ну. Как-то рядом, но... Почти. Да что ж такое? О, случайно как-то включилось, ну ладно. Вышки на районе, 1 из 3, да? Немного опыта пойдет. Пошли на сюжетку. Я думаю, все-таки сюжетные миссии можно проходить. Не обязательно прям делать все побочки. 72, нам сообщили об ограблении. Следуйте в Датчтаун. Улыбнись. Отвалите. Вот эти вот треугольники там и так далее, это все никогда не закончится никогда. Интересно, сколько тут можно часов набегать вообще в целом максимально? Всем постам, подозреваемый уходит на машине. Вот, У нас что это такое у вызов нас? из японского квартала. А, тут у нас тетя Мэй работает. Мистер Ли на кухне. Готовится к вечеринке. Хорошо. Привет, Питер. По-моему, в самой первой версии этого Человека-паука он, по-моему, тут только ходить мог. Ну, может быть, я ошибаюсь. Мартин, простите, опоздал. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. Вот и моя Да, любимая тетя. мистер Ли тоже будет один из злодеев. Какой сюрприз. Тебе помочь? Ну да. О, есть тяжелые Нет, коробки. нет, я хотел сказать не сейчас. В смысле, я хотел... Я просто хотел поговорить. Ну что ж. Ладно. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, то есть я немного должен за квартиру, но нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты? Я так хочу, чтобы с МJ все наладилось, она милая. Да, но... У вас Очень будет часто, чудесный что в фильмах, что в играх говорят, что Человек-паук всегда, практически всегда должен за квартиру. Что за фигня с ним? Его не могут приучить за квартиру платить, что ли? Питер, в чем дело? Вот именно. Ну да. Суетной он расскажи какой-то. мне. За эти годы ты помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и ничего не просишь. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. 5 лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Мэй, спасибо тебе за все. Праздник. Впереди много работы. Спасибо еще раз за этот праздник. О, я хотел бы сделать больше. Ну, как говорит Мэй, ты помог одному. Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром? О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер и вообще, это правда важно. Все, да? Выходим теперь. Сообщение от Юрия. Послушаю снаружи.
Ну, давай. Ну, костюм забавный. Голосовое от Юри. Привет. На аукционе, продающем имущество Фиска, сработала сигнализация. Можешь проверить? Ну, Только почти на другой не конец хочу города. поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? Ну, получается, больше по стелсу будет миссия, да? По идее, за сюжетные миссии больше всего опыта тебе наваливают, так что 10:34, повторяю, нападение. явно эффективнее куда проходить сюжетные миссии, а потом уже качаться с помощью чего-нибудь. Пришлось пойти в лабораторию. Прости. Не извиняйся. Просто знай, то, что ты сказал, для меня очень важно. Я всегда сомневаюсь, так ли веду себя с тобой. Ну, не сомневайся. После гибели родителей и дяди Бена, если бы не ты, я много раз развалился бы на части. То же самое я могу сказать про тебя, Питер. Хочу, чтобы ты это знал. Мэй, я не знаю, что сказать. О, кажется, мистеру Ли нужна моя помощь. Мне пора. До скорой встречи, дорогой. Я тебя люблю. И я тебя. Где он цепляется вот в этом районе? Кстати, вышечка была. Ну ладно. Тут если только он за деревом может зацепиться, по-моему. Там же зданий не было Юри никаких. сказала тихо. Лучше поискать заднюю дверь. Внимание, очевидцы сообщают о вооруженных ограблениях. Я теряю терпение. Как раз я тут. Это? Удачного стрима, спасибо. Здесь кто-то еще. Наверное, он его взял. Как, Владимир, настроение? Кто же они? Проходил Человека-паука? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдем Кстати, спасибо за папку. подписку. Или ты умрешь. Все плохо. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Окей. Вот теперь уже в стелс. Юрий, тревога не учебная. В принципе, неплохая была этот, как его... Shattered Memories. Часть про паука, там где были отдельные миссии, вот как раз по стелсу действовать. Когда нуарный Человек-паук. Вот, мне вот они эти миссии нравились очень. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть. А куда идти-то? Давай попробуем сюда. Нужно по-тихому, чтобы никто не услышал. Угу. Почему так именно? Есть еще кто-нибудь тут в этом? Только один. В нужную точку на полу. А почему она именно тут? А, это у нас паутина будет привлекающая, да? Да, он меня услышал, я сейчас его сверху. Спасибо за лайкос. Спасибо за поддержку. Тик. Да, мы его отвлекли. В паутину они выглядят так мирно. Так мило. Мы его привлекли внимание, и он пошел к нам как раз. Подожди, вот она вентиляция. Ну, это мы уже так делали. Подожди, давай еще посмотрим. Осторожно. Подкравшись к врагу сзади, вы сможете бесшумно нокаутировать его. Есть еще? Вон, их куча просто. А мне он в ту комнату надо. Но проходить мы ее будем
Ну, забавно, что тут прям есть стелс-элементы. И это хорошо. Тише, тише. Так, давай, мне нужно наверх обратно. Один прям за дверями. А мы можем... Да, Кто-то вот. идет. Здесь меня заметят. Заходить он не хочет. Давай так. Терпение истощается. Клянусь, она мне не показалась. Папка наверняка у нее. Если они здесь, А, нет, то я где думал, же тетку они? замочили. Не знаю. Не знаю, я просто не знаю. Живей, плохие парни сейчас плохо себя поведут. Да, не видно же, куда идти-то. Может, надо вылезти отсюда? 枪只不过是工具，我才是武器。 Ничего не вижу. Экспонаты руками не трогать, а к чему бы это вообще? Попробуем, давай по вентиляции дальше. Нет, он дальше не идет. Только спрыгнуть. Ну ладно. 眼睛睁大点，有开了。 Один нокаут я могу сделать только сверху. Но... Опасно. Если вы нападаете на врага со значком опасности, вас заметят соседние враги. Логично. Вы можете отвлекать и приманивать врагов, оплетая паутиной стены и предметы. Вы можете отвлекать и приманивать врагов, оплетая паутиной стены и предметы. В смысле? Это если я возьму паутиной все обмотаю, то я его как-то привлеку? В чем дело? Так, давай смотрим, какие предметы. Угу. А, ну, и все понятно. Короче говоря, отвлекаем. Теперь добиваем вот этого. Чик, тащим его наверх. Второго теперь. Нокаут паутинным ударом. Все понятно. Вот надо было этому обучать, когда я сейчас полез на на здание Фиска зачищать. Чтобы не 20 человек, там 30 убивать. Это же принадлежит. Вот таким образом по стелсу их можно было Знаешь, всех если бы повыщелкивать. мне платили за все стоять. МД. Эй, Пит. МД? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Ну или Это работаю. бывает. О, кажется, Что я это весь в твоё. проводах. Спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла. Ну, Только сейчас заметил то, что у него вообще-то провода Робби не знает, торчат что я из-под здесь. возле костюма. и взлом начался Так лишь можно пару минут зацепиться. назад. А что? Сейчас расскажу. «15 минутами ранее». Угу. Сейчас, по-моему, будет какая-то вот стелс коротенькая миссия за МД. Простите? Я Мэри Джейн Уотсон, освещаю продажу коллекции Фиска. Да, но Крейг сказал, что встреча завтра. Я люблю все делать быстро. Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Простите. Эй, Крейг. Нет, извини, но... Похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже не знаю, может, того экспрессиониста? Знаете что? Я думаю, сегодня получится. Вы уверены? Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Крейг, забудь. Порядок. Давайте приступим. Как она легко тетку развела вообще. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Как закончите, я буду ждать у статуи Баку. Сейчас. Мне надо все предметы посмотреть. Или ограничимся как-то каким-то определенным. Театральные маски. Я понимаю, почему Коллекция. Питер это делает. Но вот не люблю я этих героев под маской.
Ведь после всего хочется с чувством выполненного долга сказать: да, это моих рук дело. Но Может, болтать прекратить? мне бы точно хотелось это сказать. Хотел исторические данные почитать. Может быть, даже какие-то интересные факты. Ну, вряд ли, конечно, прям тут что-то будет. Доспехи татами. Фиск, похоже, 14, да, почувствовал плевать. родную душу. Делай то, что не станут другие. Короче, Самоконтроль — это не про него. она не даст почитать. Она будет болтать постоянно. Помню, как Фиск начал незаконно возить такие артефакты. Он купил для этого местный порт и уволил всех, кто там работал, включая моего папу. Куда бы я не подошел, Жаль, она что будет папа уже не болтать, увидит, болтать как всё своими обернулось. комментариями, поэтому она не даст почитать нормально. Не могу забыть этот образ. Сколько напряжения между двумя фигурами. Да нет. Я бы не сказал, что вы какие-то напряженные фигурки. Пейзаж маслом по шелку. Киото. 19 век. Здесь изображены путники на окраине Киото. Иногда я хочу бросить все и Я просто ни одного путешествовать. путника тут не вижу А вообще. потом вспоминаю о работе и всем остальном. Гору вижу, домик вижу, растения вижу, ну, деревья, какие-то путники. Ладно, давай побыстрее это дело, а то мы сейчас с каждым экспонатом будем очень долго возиться. Куда идти вообще? Что надо? Подождем, может задания какие-то есть. Да-да-да. Поступило сообщение о взломе на распродаже имущества Фиска. Интересно, у кого хватило тупости обыграть такую шишку. Ваза, 19 век, Мэй напольная мне ваза понравилось. периода Мэйдзи в стиле Имари. Да, я ведь скучаю по Мэй. Мне об этом мало что говорит. Сколько я дам за эту коллекцию коварства и обмана? Начнем торги с 10 тысяч разрушенных жить. Слышен даже на том свете, да? Хотелось бы в него позвонить. Она какие-то комментарии дает к экспонатам, но... Так, носитель. Надо, по идее, сначала ее выслушать, а потом уже читать. Чтобы она не сбивала. Куда идем вообще? Что-то не тудым, не сюдым. Не говорите, что мне все надо тут прочитать. Раритетная трость со скрытыми элементами, украшена драгоценными камнями и жемчугом. Чем она тут украшена? Какими камнями? Блин, походу реально надо... О, Скажите, как будете готовы. я готов. Хорошо. Я готов. Я устал уже тут ходить. Начнем с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле Кокеймон. Окей, вот Красота. прям. Это Мифуна? Верно. Мифуна У мистера говорит. Фиска тонкий вкус. Вы много с ним общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. Давай. Этот изысканный шедевр. Характерный пример традиционной техники тарасикомы. Надо было сразу ее искать, Эти наверное. два Нео впечатляют. Понимаю, почему Все равно это много нравилось что искать Фиску. надо. Его стиль, да? Ну, Двойственность. много что подходить к каким Труд предметам. создающих, тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. Какая у тети круглая жопа. Ну чё? Надо подойти к ней, да? Полюбуйтесь золотым А, вон. орнаментом на этом чайном наборе. Знакомый из прокуратуры По мне как-то так они сказал, бронзовые что Фиск там какие-то. отмывает краденые вещи. Ну-ка еще Я раз. абсолютно ничего. Ну и об где этом они не знаю. золотые? О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете Медь или ничего бронза, что-то в этом роде. странного? Скорее Знаете бронза. что? У меня не так много времени. Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда Давай я сказала, уже что буду быстрей. писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста.
Встаньте там. Что ж такое? Тебе надо вот именно, чтобы Вы я тут уверены, стоял? что вам нечего рассказать о делах Фиска? Пристала. Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Черт. Подслушаем разговор. Ого, стойте. Это же... сфотографирую. Этого не должно быть здесь готово. Крэг, я Так она и пересмотрю. закрытая стоит. Это офис, по-моему. Дорогая, мне кажется, вам уже пора. Я ухожу. А можно воспользоваться туалетом? Конечно. Идите за мной. Кстати, только сейчас заметила, у нее слишком сильно волосы Здесь очень блестят. симпатично. Они и хоть вы и рыжие, видели как место бы, в но они последний прям раз. очень сильно Женский блестят за на углом. свету. Не задерживайтесь. Как будто Конечно. посыпаны чем Сейчас вернусь. крошкой. Золотой крошкой. Так, все, давай. Что там она в сортир, да, попросилась, наверное, в туалет идти? Надеюсь, она не перепутает мужской с женским. Привет, вдруг? Крейг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Тебя спалили, тебя Нет, дамочка. она сейчас здесь. Ментов вызвала, да и все. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет крупной статьей. Что значит ему пришлось перенести? Так, если врага что-то встревожит, он пойдет посмотреть, в чем дело. При этом над его головой появится вопросительный знак. Восклицательный означает, что вас заметили. Логично. Если это не твой репортер, то кто она, Крэг? Чик. Сейчас она повернется, надо мою будет туда галерею? пробежать. О, Господи. Но, Нет, ты не сможешь разобраться. по-любому, она меня боковым зрением Первым спалит. делом я добьюсь ареста Если этой тут мисс вообще журналистское такое расследование. существует, конечно. А сразу после этого Давай я попробуем. снесу тебе голову, Крэг. Нет, такое тут... Такое не существует. Совершенно верно, это угроза. Но тут она явно прям на меня смотрит. А мне туда надо. Точно, Крэг. Да что такое? Ты туда, она туда смотрит. Надо было просто Ясно. выждать надо какое-то время. Я тебе не верю. Погоди, что это? Да ты ничего не видел. Что вы делаете? А знаете, что неважно. Поторопился. Выметайтесь, живо! Да. Ничего. О чем это я? Ах, да. Ну, первым делом я Может быть, добьюсь просто ареста ее этой подождать, журналистское пока она туда расследование. пройдет, вот тут постоять и все, и просто зайти туда в А дверь. сразу после этого я снесу тебе голову, Крэг. Черт, она злится. Просто зачем тут надо Совершенно бежать верно, это угроза. за барными стойками, если она постоянно прям туда Ага. смотрит? И отсюда она отходит вот в тот угол. По-моему, этого достаточно. Точно, Крэг. Она ж по-любому заскриптованно действует. Ясно. Заканчивай свои болтовню. Я тебе не верю. Что-то МД прям вся такая дерганая стоит, как на шарнирах. Ага. Точно, Крэг. То туда, Ясно. то сюда. Ну-ка, если я вот сюда Я тебе подойду, не верю. она это одно и то же болтает. Ага. Точно, Крэг. Ага. Короче говоря, нужно просто ждать, пока она вот просто Ясно. хотя бы не в твою сторону смотрит, и все. Пройдешь нормально. Я тебе Дальше. не верю. Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Он что-то держит. Угу. Ну, в общем, как? Заостренный, в общем, типа что-то трубки какой-то, будем так, да, условно ее называть. Заостренная трубка.
у нас в левой руке. Ладонь повернута к нам. Все, еще что-то есть? Нио там, за ними. Ладонь к нам. Выглядит по-другому. Все, по-моему, больше тут нечего, да, делать. А как брать эти предметы? Ну, тут единственное, что эта палка посередине только подходит. Но у нее концы не острые. Я не знаю. Она точно с Фиском заодно. Все, надо еще что-то посмотреть. Давай к самой статуе подойдем. Ее же по логике вещей надо как-то двигать. Что-то делать с ее руками. Что-то за комната. Не работает. Но вот только два предмета подсвечиваются. Давай вот это осмотреть прям. Изучить. Эта статуя двигается. Основная поза — скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. 15 век, Япония. Примечательным модульным дизайном с 5 сочленениями, позволяющими придавать статуе разные позы. Самая известная из них называется позой Нараэн. Конга. Рот открыт, левая рука опущена, правая ладонь направлена вперед. Она символизирует скрытую силу, а также переменный хаос, проистекающий из незначительных событий. Так. Рот закрыт, левая рука опущена, правая ладонь направлена вперед. Он что-то держит в руке. Но что это? Так вот. Тут только вот эти вот предметы и все. Вот, теперь можно к статуе, кстати, подходить. Может, части можно двигать? Так можно, об этом написали. Переместить. Еще выше могу? Нет, только так. А эту надо вниз. Рот закрытый. О. Да, вроде все. А поворот головы, ну-ка. Угу. Еще раз. Я думаю, это важно. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Да, вроде все. Рот закрыт, но тут про управление ртом-то тут вообще нету никакого. Две позы. Рот закрыт, левая рука вниз, Вот. правая ладонь. Вот. Почти. Он посмотрел Ничего-то в другую не сторону. Ладно. Я их уже видела. Стой, по-моему, тут есть какие-то кнопочки, мне кажется. Это все, что можно с ней сделать. Подожди, изучить. Можно повернуть. Подожди, блин. Изучить. Сброс. Что значит сброс?
Ну давай эту штуку прям так и вставим. Только Нет, не так. она острая была. Но эта штука гораздо больше была по размеру. Странно. Вот так. Она больше была гораздо на рисунке. Норман Осборн. Что это? Как угодно. Дыхание дьявола. Что за дыха? Что там? Там уже Питер Паркер шороху навел. Извините, сэр, вам нельзя... Плохо. Где эта статуя? Там, вон там. Найди, говорит, папку. Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу ее отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут. Я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план. Рада А тебя остался? видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Как обычно, МД отшивает паука. Она что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Все, я на потолке. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. Так, мне надо вентиляцию, да? Ну, что там, Б? Нокаут паутинным ударом. Так, Пит, я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. Чтоб прям упасть Что с в той потолка. папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Ну, ты Не же знаю, видел что его это только такое, что. Но оно напугало Фиска. Он Ну-ка. сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись. Подождите. Сейчас мы всех тут повешаем. Вот Сколько так. их еще? Угу, в этом помещении все. Теперь надо как-то его отвлечь. Давай. Вот так вот. Оп. И сюда. Лучше помолчать. Давай, давай, иди сюда. Блин, он обратил на меня внимание, но никуда не пошел. Он застрял там. Давай еще. Соберись, Пит. Ну, наконец-то. Тащим. Давай еще. Угу, второй не слышит. Потихонечку. Вот. Подтянули его немножко. Зубами перила его треснули. Все, одна комната хорош. А как перебраться между комнатами? По-моему, вот так я пришел, да, отсюда. Блин, мне бы без палева вот. О, а у Фиска много барахла. У него не барахла много, у него людей полно. Так, давай смотреть, кого мы можем поймать. Прямо сразу. Ну, вот этих товарищей надо растаскивать пополам. Вот этого можно утащить. Я не знаю. Я же сказала. Тут была журналистка. Наверное, она его забрала. Нокаут. Прошу, поверьте мне. Пожалуйста. Умоляю. Пожалуйста. Давай второго мы отвлекаем сначала вот сюда. Давай, давай, иди.
А потом вот сюда его тащим. Пусть идет. Безопасность? Блин, я забыл, как смотреть. Короче, блин, спалил. Ну вот и все. Да. Все, можно не дергаться. Ну, подзатыльника и треснул. Стой! Стреляй. Нет. Да ладно, можно было типа и не по стелсу бежать. Ну и ладно. Брать заложников нехорошо, ребята. Блин, а как же тот меня тогда спалил так быстро? Ого! А что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы Да, что, которая призрак? вырубает вообще на раз. Никогда не дрался с призраками. Ох, они выщелкивают люто. Но, знаете, технически это разные вещи. Ну ничего, Призраки шуметь духи, было, что могу но не все сказать. духи призраки, понимаете? Давай, 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 хватаю. А, похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Есть еще кто? Че это? Ага. Серп и молот, короче. Хрена он долбанул. Так, ты, старина, это, аккуратненько себя ведем. А все, он, да, замочился. Ну, он там где-то на текстурах повис, на стекле, там, как поймешь. Еще один. Двое, трое. Все, я его пригвоздил. Фух, разминочка. Да. Что-то древнее. Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Я говорила с Крейгом. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. В общем, неважно, можешь по стелсу проходить, Мэри а Джейн можешь Уотсон, так. Daily Ну, Bugle. по крайней мере, эту миссию. Не напишите ни строки о том, что вы видели. Расскажите, вы знаете, что украли эти мужчины? Просто если проходить по стелсу, по-тихому, не шуметь, то вполне меньше народу будет. Это... Я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. Тетка злая какая. Эй, ты как? Нормально, но не забрали папку. Извини, я принесу ее тебе. У Мика? Ужин у Мика? Что, 6 месяцев не было? Хорошо, скоро буду. С каких пор Мик стал итальянцем? Без понятия. Но я рад, что он еще готовит фри. Точно. Лучшее в городе. Ну, как там работа в Бьюгл? Ну... В общем, Робби только что прислал мне гневное сообщение о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждет встреча с юристами. Снова. Брось. Как только он Это так прочитает себе твою у них статью, ужин. он тебя повысит. Картошку фри одну заказали на двоих. Жуткие парни в масках. И 2 банки газировки. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как твои успехи? Ты получил то повышение? Нет, но мы подошли к чему-то серьезному. В принципе, Ты ведь неплохая знаешь, что во лицевая сколько тебя анимация. мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но доктор Октавиус может помочь миллионам. В оригинальной я версии занимаюсь она тем, чем была хочу, чуть хуже. Тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов. Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ну, просто поужинать как друзья. Друзья. Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого.
Да, верно, но что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее, например, деньги или ключи или клубничный бальзам. Ты помнишь, почему мы расстались? Это вопрос с подвохом, да? Спасенный сиреной. Поговорим потом. Иди. По-моему, ему больше идет, когда он скрывает от МЖ то, что он Человек-паук. А не когда она все уже знает. Рад видеть вас снова вместе. Камео Стэна Ли. Вы двое мне всегда нравились. Отличный дядька. Так, давай еще сюжета. Привет, это я! Ой, пока очнемся. Костюмы новые нет, навыки. Вот это что такое? Присматривание. Бросок на паутине сбивает врагов с ног, освобождая пространство перед нами. Слушай, ну тоже забавно. Это что? Удерживайте, чтобы бросать выбитое оружие во врагов, оглушая их. Ну, не знаю. Это я что-то ветку вообще не качаю. Так, да ладно. Давай это. Навык качнем, чего ж нет-то. Там с теми, кто идет по третьей! Наш друг Герман Шульц снова взялся за старое. Шокер. Он же только что вышел. Ну, похоже, он не справился. Не страшно. Герман просто тюфяк. К ночи загоню его в Райкер. Блин, я не помню, они здесь Шокера просто сольют. Преступников и поужинал с ней. А теперь или мы охочусь все-таки на будем маньяка, полноценно который с ним бьет людей биться? электрошоком. У тебя совершенно Вообще не нормальная помню. жизнь, Питер Паркер. Но Октавиус это у нас финальный босс. Потом у нас будет двойной босс. Носорог со Скорпионом. Питер, пожалуйста, убедись, что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего друга. Я ничего не имею против, но если Деликатно. снова нагрянет комиссия Для по твоего друга. Не волнуйтесь, док. Я взял за правило ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого фигляра Джеймсона и его паству? Я тебя умоляю. Те, О кто чем? вершит Какая великие паства? дела, не дают таким шутам стоять у себя на пути. И мы не дадим. С вами трудно не согласиться, док. Пока. Да, я первый раз эту игру проходил. Внимание, поступило сообщение о сделке наркодилеров. Да. Происшествие к северу Я от сначала зачищал всю карту, а потом уже шел по сюжетному. Ну, допустим, сюжетное задание в одном из новых районов. Сначала район открыть, побочки все там выполнить, а потом уже можно двигать на сюжетку. Сейчас попробуем так ее пройти. Без побочных заданий. Вот так я, может быть, от нечего делать. Где-то вот тут. 207, похищение. Ближайшая машина, ответьте на вызов. Где-то тут, по-моему, портфель валяется. Тихо. Где же он? Геймпад вибрирует, он может быть вообще, в принципе, где угодно так-то. Он может быть и внизу. Но определенно где-то рядом. Вроде сильнее колбасит. Вот он. Чисто зрение помогло. Мягкий паучок! Мне прислали пробный экземпляр на утверждение. Обидно, но я... К чему бы это?
55 рюкзаков, да серьезно. Все так много. Но я не буду их все их искать. Но я думаю, что платина паука, в принципе, не очень сложно берется. Тут заданий не так уж и много. Здрасте. Шокер. Эй, Герман! Серьезно? По-моему, мы с ним не очень будем люто биться. Что, догонять его? Ты меня не поймаешь. Догоняем. Ты это уже говорил. Я тебе не враг, но ты меня притормозишь. Какой ты чуткий. Как давно у нас шокер летает? Но он как бы не то чтобы летает, он просто далеко... Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да, мне плевать. Просто пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать! Ну, Но вот было именно. бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Тихо, ё-моё. Ну уже, Промахнулся Герман, чуть-чуть. хотя бы говори со мной, так будет интересней. Ну, Герман, по-моему, что? Ты отзываешься только на шокера? я вот не знаю, его по Мистер скрипту надо Шокер! просто загнать куда-то. О, что-то можно сделать. Точно. Поговорим. Я сказал, хватит болтать! Понял. Угу. Дальше полетели. Герман, а зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат, но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя плохи, и значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовешь имя сам, я его из тебя выбью. Выбирай. Я все сказал. Кстати, у нас еще же Октавиус, по-моему, колпаком-то не потек. Он, по-моему, работает пока на Осборна вроде. Быстрей, быстрей! Дальше. Оп. Хватай. Да, шокера опять слили. Здорово, Илюх. Герман, как личность ты ноль. Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. Его что в фильмах сливают постоянно шокера, что тут... Бедный шокер. Молодец, Кстати, человек. неплохой так-то Ты мог узнала его бы быть мотивы? персонаж. Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. 22-го с утра. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О, таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Так, и чего? Кажется, у Побочная. меня появилось Ладно. свободное время. Может заняться той маской поподробнее? О, это МЖ. Так что, мне к бабке Привет, надо МЖ. идти? Поздновато ты. Стой. Ну, тут один навык, да? Я не знаю, давай защитника качнем. Хоть что-то. Ну, посмотрим. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было веселое приключение с шокером. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчет услуги? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор... Уже почти утро. Мистер Ли скоро придет. Надо бы перекусить. Я думал, хоть ждать не придется. Нормально. Обычно в это время мистер Ли у себя. Надо только лестницу найти на второй этаж. По-моему, где-то из коридора подниматься можно. Блин, где по... Вот. Мистер Ли. Давай. Питер,
Чем могу помочь? Простите, что отвлекаю. Я вот что-то в мультсериалах по Человеку-пауку вообще негатива не помню. Даже мистер Ли, это у нас будущий негатив. Мистер Ли, у меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это. Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть И, диплом. возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Кстати, у Что него ж, сейчас показывай. не было в руках портфеля. Любопытно. Где она нашла? Я точно не знаю. А что это? Копия маски из китайской оперы. Давно я таких не видел. Этот знак примерно означает демон. Демон? Кстати, он эту маску сорвал у чувака. Она у него была одета на лицо. Сейчас он поворачивает эту маску в обратную сторону. Дырок для глаз нету вообще. Мой папа читал мне сказки про духов в таких масках, когда я был маленьким. Я очень боялся. Слушай, Питер, эта маска, она может быть связана с опасными людьми. Мэри Джейн, лучше найти другой сюжет. Думаете, она в опасности? Я не знаю. К чему рисковать? Ну, в принципе, особо катсценами не душат. Они не такие продолжительные, Символ как внутри мне маски запомнилось. означает демон. Мистер Сказки Ли про здорово маски. испугался. Никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Сказки Думаешь, про мистер Ли смазки. знает больше, чем говорит? Нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. В первом прохождении как-то, по-моему, Демон, подольше значит, казались эти хорошая диалоги. кличка. Так, я сажусь за статью. До встречи. Ну, все По-любому на прошло выход. почти так, как я надеялся. Тут можно поспать, наверное, с бомжом. Подцепить что-нибудь интересное. Заходит потом к Мэри Джей, к тете Мэй домой. Угадайте, что я вам принес? Походную чесотку. Итак. Кстати, что там по костюмам? Есть у нас что-нибудь прикольное? Новые костюмы. Ну, не знаю, он как будто изолентой обклеенный. Ну, такой как бы тоже неплохо, но слишком какой-то лакированный. Космический вообще. Потом, наверное, как-нибудь вне стрима полетаю, по бочке поделаю, чтобы новые костюмы пооткрывать, да, вот эти гаджеты тут качнуть надо. Но это вообще какой-то отрышак, по-моему. Optimus Prime самый натуральный. Тут как-то он больше на этого, на Человека Железного похож. Это вот просто первый фильм, это, по-моему, второй фильм. Возвращение домой. Хрен его знает, какой он-то. Это с новый Человек-паук, это Тоби Магуайр. Так. Может, белым? Давай в белом полетаем. Можно вот так просто. Пакетом на башке. Сразу вспоминается вторая часть. Очень страшное кино. Это у нас увеличение радиуса действия сканера дополнительной реальности, позволяющая предметы врагов на большом расстоянии. На других ресов у меня не хватает просто. Ну ладно, я пока не буду просто ресурсы тратить. Я пока не нужен доку в лаборатории. Паучку пора поработать в городе. Исследуйте город, чтобы улучшить свои жизнеспособности. Нет, мы просто пока полетаем, пока вы мне не предложите сюжетную миссию. Подозрение на продажу наркотиков. Ближайший пост, ответьте. Ну, максимум мы наркотиков побьем. Кто у нас тут наркотиками торгует? Может быть, вы? О, такие маленькие, а уже в главаря играют. Прелесть! Такие маленькие, а уже в красных костюмах. На адике, пацаны. Один второго вырубил.
Какая Наркотики, досада. пожалуй, худшее из всех преступлений. В первой пятерке. Или в первой с конца, я запутался. Тетька Мэй. Со мной говорил мистер Ли. Он встревожен. Ты что, ввязался во что-то опасное? О, всего лишь расследование Мэри Джейн. Не волнуйся, я скажу ей быть осторожной. Прошу, скажи, что вы снова вместе. Мы снова общаемся. Уже что-то. Надеюсь, я не огорчил мистера Ли. Он просто обеспокоен. Помнился Тронула прикол. его забота. Ты ему нравишься. Он восхищен твоим стремлением помогать другим. Думаю, ты ему напоминаешь его самого в молодости. Вы оба сироты, оба очень умны. Да, я тоже им восхищаюсь. У тебя классный босс, Мэй. Я передам ему это. Люблю тебя, Питер. Сюжетные-то будут задания? Так, ладно. Давай тогда вот эту вот мышечку взорвем. Раз они мне пока ничего не предлагают. О, Питер, это доктор Октав. все. Такое ощущение, что они реагируют прям. Только поставишь метку на вышку, а сразу раз и переключается на сюжетку. Твои опоздания все регулярнее. Хватит уже, Паркер. Давай, соберись. Он прав. Как я мог забыть о времени? Черт. Сейчас опять будем с этим, с Октавиусом душные головоломки творить. Ну, что это? 10:30 произошло вооруженное ограбление. 10:30 утра. Машинам проследуйте в Вест-Виллидж. Вау. Активируйте вышки. Где-то он тут рядышком, а вон там. Давай быстренько ломанем. Чик-чик. Всем постам сообщение о совершающейся наркотделке. Нужно подкрепление в Тендерлойне. Прием. Так, а это вот поменьше. Вот так вот. И вот это сюда. И еще меньше. Даем. Иногда эти штуки получаются просто случайно. Да, я все понял. Да. Снова в лабораторию к Октавиусу топаем. Не снимая пакета. Спасибо за подписку, Хантер. Как говорит, добро пожаловать. Аккуратно открыл дверь. Как настоящая рука? Подумайте, что хотите сделать, и... Очки по карманам разложил. Что он хотел сделать? Да. Эй, что вы себе позволяете? Нарушение мер безопасности. Постоянно Октавиуса прессует просто. Я вообще не удивлен, то, что он потом в будущем стал доктором осьминогом. Питер Паркер, как твои дела? Осборн. Мистер Осборн? О, ну хватит. Гарри Осборн. Нет, Гарри Осборн это его Я сын. мистер Мэр. Да, Норман, Норман Осборн. Что ты, черт возьми, делаешь? В твоем соглашении на грант прописаны меры безопасности. И это не первое нарушение. Нам прощали. Мной. Мы должны были конфисковать все уже давно. Но у меня прорыв. Почему его решили рыжим сделать, На Осборна? благо нашей страны. Эти ребята проводят вас в Oscorp Robotics, где вы получите современный протез. Бесплатно. Дело ведь вовсе не в безопасности, правда? Я пытаюсь помочь, Отто.
ты можешь продолжить работу в безопасном месте. Воскорп. Ты всегда очень быстро соображал. Ты совсем не изменился. И ты тоже. Эй, Питер. Гарри возвращается из Европы в начале года. Может, вы наконец-то откроете дело, о котором столько говорили? Это превосходнейший шанс. По-моему, мы так и не узнаем, что за дело, о котором они говорили. Тише, тише, тише. Они же Легкая не забрали интрига. всё. Мы сможем начать заново. Питер, какое там мы? Без городского гранта я не смогу тебе платить. Мне нужно подумать. На твоем месте я бы искал работу. Деньги у него забирают, финансирование 0, и поэтому у него будет причина. Хотел бы я помочь Доку. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с Стой. отцом? Там где-то Нет. чемодан Но он никогда не лежит, слушает по-моему. Гарри. Даже А, пытался нет. лишить финансирования его станции. Эй, одна из станций совсем близко. Надо узнать, как там дела, пока Гарри в Европе. Вот тут Должен портфель. быть способ помочь Да, ё-моё. Доку. Я что-нибудь придумаю. Вот он. Ты просто возьми и залезь. Вот, все. Больше ничего не требуется. Он начинает пируэты тут прямо возле стены выплясывать. Подозреваемый уходит на машине. Немедленно выезжайте в Челси. Прием. Коробку нашу. Ой, все. Давай, цепляйся уже. Начинается. Человек-пакет. Сейчас мы эту миссию возьмем и перерыв, наверное, на пару минут. Отказаться от подписки на передачу только факты Джей Джонсоном. Звук, настройка. Вам стоит, ну... Вот я хотел бы, да, параметры, звук. Вот канал, наконец-то. Радио это отключить просто. Управлять им, это вредно для Я здоровья. отключил радио, эй, Знаю, что она переживает. перелетел. Все. Теперь Джеймсон не будет мозги мне делать. А, это тоже еще Я одна рассказал из вам, разновидностей почему я ехал в побочек. Пит, нужна услуга. Да, это одна из разновидностей побочек. Тут мы будем Осборна Гарри. Осборна какие-то вышки там открывать, закрывать. Что-то. Любимым проектом моей мамы всегда были городские научные станции. Я запустил их, но сейчас я далеко. А Скорб хочет закрыть их якобы из-за ненужности. Может, присмотришь за ними? Я Я не могу сообщение. нормально на этот костюм смотреть. Пока они есть в городе, в нем есть и частичка моей мамы. Что ж, денег я тут не заработаю, но для него это, похоже, много значит. Я Научные сделаю всё, что жетоны. смогу. Мгм. А все? Достаточно ее просто открыть? Нет, не все так просто. Еще пара станций сообщают о загрязнении воздуха. Приму меры, пока они не достигли, как это говорится, первого класса опасности. Может, Аскорб против этих станций, потому что сами превышают уровень загрязнения. В воздухе опасно много полициклических углеводородов. И их все больше. Если так и дальше пойдет, будут смерти. Полициклический углеводород. Частицы собираются в точках концентрации. Получаются сгустки дыма. Прыгну сквозь такое облачко и соберу нужные пробы. Я понял. Все, ты собрал? Слушай, нет. Мне надо именно прокатиться на паутине или что? Слишком быстро, по-моему, да?
Вот так пойдет. Вроде нормально. Вроде ничего же нажимать не надо. Больше этих облачков. Что надо сделать? Это гадко, О. но нужно прыгнуть прямо в эти облачка. 1 из 8, вы что, прикалываетесь? Ну давай. Облачка видно невооруженным 2 глазом. собрал. Значит, уровень токсинов зашкаливает. Да тут прям, то до этого не было, а тут прям вообще какая-то дичь. Так, ту-ту-ту-ту-ту. И готово. Собрал. Причем, по-моему, это сюжетное задание. Тихо, о, браточку. Взял отличные пробы. Ну, отличные пробы ужасной гадости. Надо выше. Вообще замечательно. Все правее. Он где-то наверху, что ли? Нормально. Все 3. Собрал. Будто дышу через выхлопную трубу. Блин, вот это вот сложно, по-моему, будет собрать. Да собрал же, ну. Ладно, давай попробуем, может быть, вот это вот получится. Я могу перепугать этих людей, но им не привыкать. Слушай, а по-моему, без разницы, да, где они находятся? Ха. Все. Токсин вырабатывают 2 модели машин и сломанный дымоход. Сделаю фотки. 2 дымохода надо сфотографировать, что ли? Почему это как машины обозначаются на карте? Спокуха. Машина. Ну. И чё? Камеру-то я выбрал. Налаживается. О. Отлично. Угу. 2 камеры, точнее, две машины надо просто сфотографировать. Ну, походу, их номера, я так полагаю. Вторая будет ехать? Нет, слушай, стоит. Ну, давай вот так вот. Здесь Пойдет. хороший свет. И что? Надо еще что-то сфотографировать. А, на самый верх вот этой трубы надо запердолить. Ну, это, в принципе, вот так можно пробежать. И что? Просто сфотографировать? Понятно. Мой лучший портрет дымохода. Вышли в Дымохода. департамент охраны окружающей среды. Может, на День Земли сделать костюм зеленого паука? Станция Пару Гарри ночных спасла жетонов многих дали. горожан от отравления. Как теперь Аскорб докажет, что они бесполезны? Человек-паук. Шокер сбежал. Сейчас грабит банк А? на углу Ист и 31-й. Что случилось? Он вроде был в тюрьме. Был. Но один охранник выпустил его из камеры и отдал ему его костюм. Я знал, что Шокер на кого-то Кто бы мог работает. подумать. Что сказал охранник? Я бы с ним поговорила, но он помер. Тот, кто вытащил Шокера, следов не оставляет. Черт! Я посмотрела запись, охранник был словно в трансе. Может, это эффект освещения, но у него глаза будто светились. Жуткое дело. Приду в банк, постараюсь что-нибудь вытащить из Шокера. Это у нас будто светились, это значит имелось в виду то, что негатив к нему заходил. Он типа ему глаза выжег или что-то такое.
Или его типа загипнотизировал таким образом. Происшествие в Марихиле. Вау. Питер, я решила узнать больше про демонов. Похоже, они втихаря заняли вакуум, оставшийся после Фиска. Вакуум, который создал я, когда убрал Фиска. Джеймсон прав. Демоны моя вина. А что тебе было делать? Позволить Фиску и дальше играть в крестного отца? У тебя все хорошо. Голос какой-то унылый. Нормально, у меня Я просто только что пакет на лишился голове. работы. Город, Я точнее еще и Норма, упал. срезал финансирование. Так, ладно, давай мы этот перерывчик сделаем на 3 минуты. Сейчас я подойду. Потом продолжим. Поехали дальше. Пит, мне жаль. Будь Гарри здесь, он смог бы уговорить отца. Вы найдете другой источник средств. Все, нечего разговаривать тут. Ой, делами заниматься. Шокер. Герман, как поживаешь? Слушай, ну его еще пока не слили, хорошо. Ты не нарушил Я вот не помню вообще про Шокера что-то. Пакет не слетел и не порвался вообще. Кажется, мы здесь застряли. Ну что, сыграем в города? Нет. Поборемся на пальцах? Ладно, бьем по морде. Ого, у тебя... Ну-ка, если в катсцене прям... костюм мы не можем, да, поменять? Теперь цифровые наручи, да? Ладно, было просто любопытно. Хочешь подраться? Давай драться! Скорее бы вернуть тебя в тюрьму, поболтать о науке. Помнишь первый бой? Я молодой и глупый. Ты просто глупый. Много болтаешь! Это твоя точка зрения. Разве уже есть? Да. А вот теперь можно врезать. Ага. Ну, примерно мы так его и будем лупить. Сейчас все будет. Эх, не вовремя. Блин, да он слишком быстро атакует.
Да подальше, наверное, от него. Не успею. Ой, нормально. Раскайся, и я помогу! Покайся. Правда хочешь помочь? Тогда не мешай мне грабить! Нет, так не пойдет! Ну-ка давай. А, да какая функция костюма? О чем вы? Блин, он быстро стреляет. Мне тут колонна еще мешает, кстати. Вот. Он напрыгался, теперь ему можно треснуть. Только нечем, да? А, ё-моё. Четко попадает. Первый бой. Я молодой, Блин, глупый. прям в него. Ты просто глупый. Много болтаешь! Это твоя точка зрения. Вот так. Разве Опа. уже Наказывай. теперь можно обрезать. Зачем Всё, тебе назад. это, Герман? Потому что иначе они меня убьют! Так, есть что? Давай. Лови! Шваляй его в него. Назад. Раскайся, и я помогу. Ты правда хочешь помочь? Тогда не мешай мне грабить! Нет, так не пойдет. Так, все. Тихо. Давай, шмаляем в него. Знаешь, люди в банке уже не ходят. Запутлял его прям. Тебе повезло, что тут есть наличка. Это Если еще не хочешь все. грабить банки, иди на биржу. Это самый сок. Вот. Стой, 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 стой! А, нет! Ну уже, Герман! Это типа вторая фаза. Скажи, на кого работаешь, и я правда все устрою. Если проболтаюсь, мне крышка! Это они четко сказали! Ну так же, наверное, надо ждать просто момента, пока он не отключится. Брось, а то хуже будет! Че, он стреляется? Да ё-мо. Эй, Будет наверное, больно. не вовремя. Да нет, нормально вроде. Герман, ты меня пугаешь. Ты же не боишься Надо людей? подальше от него находиться. Люди ли они? Под масками может быть что угодно! Стой! Блин, мне Ты препятствия сказал разные маски? мешают прыгать. Ну, я только хотел зацепить. Успел, но такое. Эти парни в масках! Зачем им деньги? Не знаю! Мне плевать! Закончу работу и свалю! Переговариваются там что-то. Ну-ка, получится. Сейчас будет точно по морде. Точно по морде. Блин, он всегда в тебя попадает. Надо с этого удара, походу, не уйти. Только на крышу кого куда-то. работаешь, и я правда все устрою. Если проболтаюсь, мне крышка! Это они четко сказали! Слушай, а если вот так вот просто вперед-назад пойдет, должен успеть, да ё-моё. Давай еще раз. Только размахиваешься, и он тут же бьет. Да падла ты. Короче, тут засада в том, что ты не успеваешь по нему ударить. Еще. Да, блин. Зацепляешься постоянно за всякую херню. Не дергайся! Рано. Что надо? Вежливо! А тут подпрыгивать, да? Бля. Много болтаешь! Ладно, давай еще раз. Скажи, на кого работаешь, и я правда все устрою.
Если проболтаюсь, мне крышка! Это они четко сказали! Угу. Так попробуем с ускорением бежать. А то так. Тоже норм. Вот так вот. Опа. Ну, уже лучше. Герман, ты меня пугаешь! Ты же не боишься людей! Не знаю, люди ли они! Под масками может быть что угодно! Стой! Ты сказал маски? Вот так вот. В полете прямо его лупить надо. Эти парни в масках! Зачем им деньги? Ну, что ты так долго разгоняешься-то? Закончу работу и свалю! Вот, давай в полете. Оп. Надо дождаться другого удара. Ай. Вот так вот. И наказываем его. Ну, что-то вроде второй фазы есть. Сейчас третья будет, по идее. И мы тебя защитим! Нету! Ты их не видел, а я да! Че у него же руки свободны. Даю последний шанс! Слушай, я серьезно! Стой на месте! Ну, конечно. Слушай, надо что-то на него кинуть, по-моему. Да, вот эту штуку. Ладно, я пошутил. Сейчас твой последний Она шанс. стала пониже. Серьезно. Тихо. Ай, не дает. Блядь, ты что там уперся во что-то? Ну, вот. Прости, Герман. Герман спасся почти. Ты сам виноват. Все. Честно. Ладно, сделали Германа. Он был очень Даже пакет сильно не повредило. напуган. Эти демоны теперь объявились повсюду. Так, демоны демонами, давай костюмчик меняем, что-то серьезно не могу на него смотреть. Да, пускай такие будут. Неважно. Ладно, Юрий, шокер твой. Отлично. На плоту его ждет особая камера. Оттуда он уже точно не сбежит. И я почти уверен, что он работал на банду демонов. Банда демонов? Заголовок для Daily Bugle. Эй! Бьюгл — совершенно нормальное новостное издание. Я бы так не сказала. Говорят, у них есть очень хорошие репортеры. А у тебя есть другие отчеты о демонах? Людях в масках? Я тебе перезвоню. Кстати, там в банке ты сильно все разворотил? Тебе не понравится ответ. Зря я спросила. Все раздолбано, конечно. Драка с шокером была долгой. Пора Нет, узнать, не что очень. новенького в городе. Но они прям мне напоминают постоянно, чтобы я занимался побочными заданиями. Открывал вышки и так далее. Давай просто поболтаемся, посмотрим. Костюмы. Вот здесь что-то можно? Ну, тут пока ни на что не хватает. Это надо побочки проходить. Кроме радара больше ничего. Гаджеты. Выпуск дрона-паука, который самостоятельно обнаруживает соседних врагов и обстреливает их энергетическими импульсами. Ладно. Что из этого можно качнуть? Длительность интервалов уклонения. Ну, пойдет, в принципе, что. Так, давай мы отметим какую-нибудь вышку. Да, он просто любую поблизости. Вот это. Пока я до нее иду, у меня, может быть, откроется сюжетка. Ну, что ты там? Зацепись.
Нет, если не выполняешь побочки, то игра гораздо короче. Питер, возможно, я поспешил с советом искать новую работу. У меня есть план. Дай мне немного времени. Возможно, мы еще поизобретаем. Неудержимый Отто Октавиус. Супер новость. План Надеюсь, капкан. план сработает. Ну так а что там будет какая сюжетная? Ладно. Ну тогда вот здесь откроем. Полицейские стоят. Примерно так как-то. Бля. Ну рядом было. О. Ок. Всего 50 опыта, ну такое. Всем постам. А? Привет, я Сюжетка. порылась в отчетах о демонах. Знал, что ты мне поверишь. Они славно потрудились ночью, уничтожали имущество Фиска. Сейчас мы опять будем Охотятся против за демонов Фиском? биться. Черт! Ты думаешь о том же? Война между бандами? Попробуем мыслить наперед. У Фиска есть что-то, что сегодня еще не тронули? Сейчас посмотрим. Вот, в одном из его портов, в Портсайде, что-то происходит. Спасибо, Юрий. Я проверю. Сейчас туда, ближе к порту надо двигать, что ли? Что-то там происходит у них. Слушай, Юрий, а есть мысли, зачем Фиску этот порт? Никаких. Тебя встретит там мой офицер. Джефферсон Дэвис, это его участок. Он хороший коп и давно работает над делом Мгм. Фиска. Вряд ли кто-то знает про этот порт больше, чем он. По-моему, сейчас кого-то спасать надо будет. Ну, типа, находить в порту, по-моему. Я помню эту миссию. Нет, тут больше стелса, кстати. Вроде как. Если они хоть нос засунут в хранилище, я Да, тебя да. прикончу. Понял, босс. Утроим защиту. Демоны не пройдут. Внимание! Демоны хотят обчистить наши тайники. 2 мы уже потеряли. Босс может и за решеткой, но мы все Сейчас еще будем отвечаем за долго его и игрушки. упорно их вылавливать по стелсу. Орел-2 на связи. На посту. Да-да. Какие тайники обчищают демоны? Нужно убрать людей Фиска и выяснить, что они охраняют. С этими Так надо или иначе, поаккуратнее с это не должно снайперами. достаться ни Фиску, ни демонам. Везде снайперы. Пожалуй, сперва займусь ими. Тут так много мусора. Красиво развешанная паутина отвлекла бы внимание. Ну, давай, наверное. Я подожди, там еще один. Опять они про снаряжение. Что Фиск там хранит? Вот этому, по-моему, охраннику ничего, никто не мешает. Тихо. Оп, попался. Давай вот к тому как-то надо подобраться. Сюда. Как до того добраться? Через крышу, что ли? Блин. Как его достать-то? А его так можно выдернуть просто. Отлично. Так, что у нас еще по снайперам? Это последний, да? Ну куда ты полетел-то? Ну что ты там спрятался? Тихо. Сначала одного, потом второго. У этого снайпера есть охранник. Время разделять и властвовать. Ничего страшного. Второй прям не слышит. Но уже народу поменьше. Но все равно, если я сейчас шухер подниму, то начнут все стрелять.
Вот того можно, по-моему, схватить. Куда-то ушел. Кого бы зацепить-то? Берем. Связи, Эхо-2. Эхо-2 не отвечает, разберитесь. Понял. Вот еще один. В чем дело? Пушить? Берем. Так, ну сколько их? Человек 7, наверное, да? Вот этого подождем прям тут. Как раз к нам идет. Конечно, с одной крыши всех не перетаскаешь, но... Берем. Вот того можно взять. Ну-ка, давай сюда. Сейчас вот этого поймаем. Отлично. Чик. А прям сверху я могу его поймать? Да. Замечательно. Так, 5 человек. 6. Надо, по-моему, туда перемещаться. Не тут всей толпой тусуются в одном месте. Вот так. Спалили. Или не спалили? Может, они забудут потихонечку. Сейчас давай подождем. Ну, они насторожены, это точно. Все, они спалили. Подумаешь, нашумел чуть-чуть. Блин, их 4, но все равно другие-то прибегут сразу же. Скрылся. Надо быть осторожнее. Все нормально. Просто надо было немного подождать. Сейчас они разойдутся в разные стороны. Можно вон того утащить. Ну-ка попробуем его отсюда взять. Давай так. Проверьте Кобру 2. Нормально? Вроде нормально, не спалился. Иду к его последней позиции. Повыше бы надо. Вот так. Хорош прятаться, я знаю, что ты здесь. Возвращаемся. Тащим этого. Так, еще двое. Я повыше залезу. У меня для тебя... Нормально. Но этого-то точно можно будет схватить. Че, нокаут не горит? Нормально. Да, тут прилично народу было. Мне кажется, если бы я тут шум устроил, то было бы их еще больше. Ты знаешь, что посторонним нельзя являться сюда и вести Не свои помню, первый раз эту миссию вообще очень долго проходил. я знаю. Вот я и То принес. спалишься, то снайпера смотрят. Так может, проведем законное расследование? Звучит здорово. Как вас зовут? Офицер Дэвис. Можно, Джефф? Ну а ты? Я шучу. Сказал бы, Сын как твой зовут. фанат. чё. Так, с ордером. Можно выбивать двери? Если заполню очень много бумажек. Ладно. Я найду другой способ. Мгм.
Дай-ка угадаю, Судя какой. по всему, нужно искать дыру в стене или разбитое окно. Проверь сзади. Я бы сам пошел, но Человек-паук же у нас и... Я бы сам пошел, надо, так иди, что ты. О, вот тут можно. Тихо, аккуратненько. Слушай, по-моему, и с той стороны тоже можно было так же залезть. Не обязательно все здания оббегать. Я как будто в фильме ужасов. Ау! Есть тут у вас злой рыбак с крюком вместо руки? Ладно, и где запертая дверь? Да, я знаю, что вы сделали прошлым летом. Джефф, ты тут? Я уже с трудом сдерживаю себя от шуточек. Признателен. Видишь щиток электропитания двери? Ага, есть! Вижу. Устрой перегрузку, и дверь должна открыться. Умно. Но у меня нет ничего, что вырабатывает ток. Попробуй. Электрошокер, гениально! Я как раз искал такие конденсаторы для улучшения костюма. Подбираем. Получив электрошокер, вы можете изготовить электропаутину. Такая проводящая паутина, которая оглушает цели и поражает разрядами соседних врагов. Слушай, неплохо тоже. Чик. Все, да? Выходите. Ну, давай. Она у меня уже сама стоит. Ну, как Бэтменам мы кидали бета-ранги, тут то же самое. Ты как мой сын. В 5 лет он уже разбирал телевизоры, а сейчас взламывает телефоны друзьям. Похоже, у него есть чему поучиться. Так, не вижу ничего незаконного. Я, пожалуй, разочарован. Не спеши. Давай обыщем тут все. Искать что-то особенное? Склад построили давным-давно. Он помнит времена сухого закона. Ага. Тогда спиртное хранили в тайниках. Вот здесь. Там что-то есть? Куда побежал-то? Скрытая панель. Такая же, как на входе. От нее идут провода. Нужно найти Ишь. электрощиток. Посмотрим, смогут ли мои линзы отыскать провода. Ну, тут их несколько. Поэтому, по-моему, нельзя ударить. Сработало? Наверное, не тот щиток. Иди дальше. Значит, выше. Нормуль. Сам бы я ее не открыл. Вам спасибо. Сам бы я ее не нашел. Хм. И у нас тут ничего. Раз есть один тайник, может быть и второй. Заметил что-нибудь на полу? Ага. Ну, следы от Они двери. могут спрятать дверь, но не царапины от нее. Смотри, нет ли таких еще. Так что, мне просто надо... Да, здесь брать нечего. Ну, давай поищем еще какие-то контейнеры. Нужно снова все обыскать. В этот раз поищем царапины. Слушай, вон второй этаж тоже есть. На дереве вряд ли какие-то будут отметки. Где Вон. могут быть эти царапины? Да, я вижу. Бинго! Царапина, а двери нет. Я не вижу, по крайней мере. Итог давай искать. Сейчас приду. А, ну... Без него щитки не будут видны. Подождите, я затащу вас. Надо самому на лифт залезть, что ли? Может, все-таки поможешь мне с лифтом? Да подожди. Да, уже иду.
Второй этаж. Ржавые детали, большие пищащие крысы. Я не знаю, он бы мог его просто, я не знаю, Осторожно, куда-нибудь мост себе на сломан. плечо посадить Я и, уже понял. и так запрыгнуть вместе с этим. Не обязательно целые лифты тут таскать было. Отлично! Акробатика на уровне. Давай, ищи Все мы жрем щиток. пончики. И то правда. Еще дверь в тайник. Я взломаю замок. Дай знать, когда найдешь электрощиток. Ага, займусь. Вот, а сам ты смотришь, его вообще не видно. Открылась? Не тот. Нет, дверь, наверное, питает другой щиток. Это не тот. Вон там он. Попаду, нет? Нашел. Всё? Ну-ка, давай, поточнее. Готово. Пойдет. Вот молодец. Ну что, открываем? Эй, проверь-ка. Ничего. Мне начинает казаться, что Фиск так издевается надо мной. Взгляни на стены. Тут хранили оружие. Его бы не занесли сюда через переднюю дверь. Отсюда должен Сколько быть тут еще... хранили оружие? 3 Это автомата? стена. Здесь, похоже, проход в другую часть. Люди Фиска говорили о хранилище. Может, мы близко? Не сомневаюсь. Да, лифт. Похоже, тут двойная схема. Поищи второй электрощиток. Вот что внизу есть. Если б я... Нашел! А он под лифтом. Тогда понятно, почему он лифт дергал. Тебе сложнее показалось. Ну вот, все, теперь видно. Чисто. Вы были правы. Потайная дверь. Невероятно. Ты сможешь мне помочь? Тяжелая штука. Раз, два, три. Полицейский мог бы вообще просто ничего И не совсем делать. не Просто страшно. немножко подождать. Наверное, старый туннель бутлегеров. Будто он хоть как-то помог. И похоже, тут со времен Аль Капоне не прибирались. На пути большая куча бетона. Мне не пройти. Погляжу-ка я на это сверху. Что надо делать? Как там, я уже забыл паркурить-то. Вот, надо туда пробраться. Ладно. Тут есть где Так развернуться. пойдет? Подождите. Я застрял. Сможешь помочь? Что это? Нормально. Может, там метро? Пролезет. Торопимся. Тут опасно. Ладно, это точно было не метро. Я. Скорее взрывчатка. Похоже на демонов. Хранилище! Быстрее! Как он там пролез? Вперед, быстрее! Черт, демоны уже смылись. Так Как они хранилище нас опередили? пустое. Тут наверняка Шокеры есть? другой выход. Поищи. Здесь просто оружейный склад. Был. Они взорвали замки, чтобы войти. Все, уже все украдено до вас. Демоны. Будьте тут. Ну нет. Вдвоем у нас больше шансов. И еще с этим. Ну да, точно. Одна Вперед. граната поможет Давай. просто против целой армии. Стоп! Вы арестованы! Глушите двигатели! Угу. В укрытие! Вот о чем я говорю! Стреляю! Пригни! Ну тут самое опасное это только с автоматом. Просто выпендриваетесь! А ты уклоняешься. Пристегнули его. Оглуши
Я слегка впечатлен. Смотри дальше. Да? Как-то они быстро закончились. Он самого тоже. Он самого тоже шокером бьет. Да, бои одновременно нажимаешь, они добивание сразу же делает, чтобы по 10 раз его не лупить. Вы как всегда вовремя. Кого ты там стреляешь? А, ну, он походу лупит в того, кого ты сам бьешь. Как у нас... Видите? И у меня есть друзья. Не факт. Давай вот так вот его пригвоздим. Стоп! Вы как? Иди, я догоню. Погоня. Если я когда-нибудь упущу 2 грузовика стрелков, я выброшу свой костюм. Нет. Спойлер. Не выбросишь. Надо повыше забираться. Оу. Прилетело тут мне неплохо. Чудом ушел. Человек-паук, несколько демонов еще здесь. Я задержусь. Как там у тебя? Не лучше. Замечательно. Тут парней, они убьют кого-нибудь, если их не остановить. Я постараюсь догнать тебя, но пока ты сам по себе. Как он, интересно, его догонит? Уже полгорода, наверное, пролетели. Они Конец. могут подстрелить прохожего. Подберусь ближе. Ну так а чё ты? Парни, для меня место есть? Что там? Пора на выход. Угу. Ты сбоку. И вовремя надо прожать клавишу. Я понял. Тут одна кнопка всегда. Ничего прям такого. Тупо на X спамишь и все. Аварийная ситуация. Нормально. Отлично, тройка решила ходить по расписанию. Он же там вроде был готов, уже перевернулся. Кинематографичненько-то как. Ура! Нам сообщают, что офицера зовут Джефферсон Дэвис. Он получил легкие ранения, и скоро его здоровье полностью поправится. Простите, мисс, а разве вам сюда можно? А тебе? После истории с аукционом меня перевели на городские новости, и я могу сосредоточиться на настоящих новостях, как это. И на демонах. Ты понимаешь, что чем ты ближе к ним, тем в большей опасности, да? Чем ближе я к ним, тем больше у нас будет шансов. У нас? Офицер Дэвис, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Я молчу. Я вас не виню. Но эти ребята свое расскажут с вами или без вас, и в скандалах они профи. А твоя цель? У меня ее нет. Я просто слушаю. Ладно, садись. Она хороша.
Что там, левел? Как я О, устал. новый левел. Пора домой и немного поспать. Давай, доберемся. Кстати, очки навыков. Я, по-моему, не вкладывался, да, уже давненько. Новый костюм дали. Эй. Так, быстрая точка перехода. Для быстрого перехода удерживайте на квартиру Питера и удерживайте А. Костюм сейчас ничего не посмотреть. Ладно. Что за костюмы есть? Это вот из первой части, по-моему, Паука. Но уже с Томом Холландом, которая. Так, навыки. У меня только одно, да? Да не знаю, давай что-нибудь. Тоже пригодится. Ну и грязище. Да ладно. Ну да, его уже предупреждали. Платить не будешь, мы тебя выселим. Эмпайр, отдел благоустройства, Эдди. Здрасте, да. Я пытаюсь найти кое-какие вещи, которые случайно забрали из мусорного бака у моей... Номер бака. Сейчас. Так, 64476. Маршрут 33. Грузовик уже уехал. Если вещей там нет, то все. Стойте, стойте. Это очень важно. Можете подсказать, где сейчас грузовик? Сейчас гляну. Так, должен быть в муниципальном гараже. Угол Бауэри и Грант. Понял. Спасибо, Эдди. Что он там за вещи прятал? Муниципальный гараж. Угол Бауэри и Грант. Не проблема. Я все что угодно готов отдать за свою паучью флешку. Это же просто! Найти маленькую флешку в 30-тонном мусоровозе. Странно, я же вроде никаких роликов не На этой пропускал. флешке у меня годы работы. Все, что я сделал со Про времен флешку школы. первый раз слышу. Ничего не говорили про нее. Музычка играет из этого, когда ты собираешь там всякие электросхемы там и так далее. Все, прилетел. Разумеется, заперто. А вдруг кто придет воровать мусор? Может, есть другой вход? Ну а как же? Другой вход в самом мусорке? Ну, нажал. Вон, все, я вижу. Помоечник Питер Паркер. Это ведь не считается взломом, если я ничего не сломал, да? Так, без паники. Может быть, они еще не выгрузили мусор. Нифига. Так, пора паниковать. Эмпайр, отдел благоустройства, Эдди. Извините, а этот грузовик может быть сейчас не в гараже? Может, наверное. Тогда где-то в западном Чайна-тауне. Отлично, тогда я туда. Здорово, Тайс. Ящеру тоже привет. Че там на завтра? Какие у вас планы? Кстати, я вспомнил. Перед выгрузкой ребята иногда заезжают в пиццерию. Да?
Я проверю местные пиццерии. А куда они обычно заходят? В какую-то небольшую семейную. У Джерри? Нет, это на севере. Я про старую Джерри. А, да. Нет. Там вроде кто-то на Л. У Ларри? Не, она на востоке. А, у Лео? У Лео. Да, наверное. Стоп, кажется, это те машины. Спасибо, Эдди. Мусоровозы должны быть где-то здесь. Где-то тут, да. Нет, тут ее нет. Здесь должен быть еще один мусоровоз. Бля, вы что, прикалываетесь? Вон еще один стоит. Флешку не нашел, а новый аромат, да. Эдди, на вас вся надежда. Там тоже нет, да? Вы уверены, что они где-то здесь? Наверное, маршруты изменили из-за предстоящего митинга Осборна. Если твой пикап на 35-й, его как раз сжигают. В смысле в печь? У Манхэттенского моста. Поспешите. Надеюсь, это не на время задание. Да, не, вроде не на время. Давай, наверное, повыше куда-нибудь забраться и потом сигануть с крыши. Мусоросжигатель. Надеюсь, я не опоздал. Примерно тут. О-о, кажется, дело плохо. На помощь! Чё? Чувак, который мусор. Зачем к нему гопники пристали? Чтобы что? Они, наверное, собирают мусор тоже. Спасибо, Человек-паук. Ты как? Ищи флешку мою. Спасибо, нормально. Эта банда уже пару дней держит весь район в страхе. Думаю, впереди их еще больше. Я буду начеку. Слушай, ты не против, если я поищу личные вещи? Конечно. Мне надо составить отчет о происшествии. Там что-то есть. Уберу эти мешки в сторону. Кажется, здесь. Да, долго же я искал. Будь тут. Есть! Остальные вещи, что ему не нужны? Надеюсь, не сломалась. Фух, кажется, все на месте. А это что? Мой старый прототип. Выглядит круто. И почему я его не закончил? Гранат Кажется, какие-то его местные. можно доделать. Теперь вы можете изготовить паутинную бомбу. Хорошо, делаем. Бомба с бесконтактным взрывателем. Мгновенно оплетающая паутиной всех врагов за недействие. Кстати, неплохая штука. Если ее прокачать, то можно прям банду всю сразу же пеленать. Хорошо? Вот так. Смотри, парень решил, что он Человек-паук. О-о. Стреляй! О-о. Ну и всем хана. Концентрация сразу же хорошенько прокачалась. Там, по-моему, потому что трое прилипли сразу же к мусоровознику этому. Блин, вот он долго эту штуку вообще делает. Сбрасывание в воздух. Давай вот это сделаем. Блин, ну вот эти крабьи ноги штука прикольная, кстати. Жалко, недолго действует. Толпой разбираться с этими Вечер клешнями пошел прикольно немного будет. не по плану. Где мне сегодня ночевать? Может, у МJ? Все? Так,
И как мне напроситься к МJ на ночевку? Угу. Фото будет всех. Что если... Привет, МJ, это Питер. Могу я у тебя Не, надо проще. МJ, я тут как раз гулял поблизости. Фальшиво. МJ, раз уж мы снова общаемся, я тут подумал... Так, нет, я не настолько жалок. И чего я так заморачиваюсь? Пришел. Мы просто друзья, да? Лунул. Друзья часто заваливаются друг к другу на ночлег. И ушел. Это совсем не странно. Посплю на диване. На диване МJ. О чем я думаю? Перебор. Надо выше. Уведомление. Похоже, статью МJ напечатали. Переночую где-нибудь еще. Она наверняка занята на работе. Дик не на работу спать что-то. Был бы Гарри в городе, завалился бы к нему. Просто чтобы добраться. Мне оставили 2500 голосовое опыта. Но номер скрыт. Привет, Паук. Давно не виделись. Соскучился? Приходи по адресу. Поймай, если сможешь. Как же эту бабу там? То ли ее Соболь зовут, то ли что-то такое, по-моему, да? Кстати, я как раз был тут неподалеку. Ну, здрасте. Привет, Паук. Все чаще вспоминаю. Черная кошка. Нам Точно. было хорошо вместе, правда? Может, вновь Изменяла разжечь эту страсть? МJ. Черная кошка. Неужели она вышла на поиски добычи? Она же обещала начать новую жизнь. Что ей тут приглянулось? Ну, это тоже еще Что один. вызывает подозрение? Вот эти вот кошки. Вот. Один из ее котов. Она встраивает в них усилители сигнала для перехвата радиочастот. Пусть Юрий заберет его. Все, надо еще что-то делать. Фелиция слишком умна, чтобы так рисковать собой. Должна быть Это какая-то еще одни побочки. Стоит быть начеку. То есть у нас получается достопримечательности, портфели, вышки. Это что-то такое. Кошки. Потом еще вот эти вот. В общем, тут у этого Осборна еще приколы всякие. В общем, тут побочек, просто я не знаю. Активности каких-то тебе напихивают. Еще один костюм. Привет, Юрий! А костюм и снаряжение черной кошки все еще под замком, да? Наверное. А что, она вернулась? Похоже. Просто проверь и дай мне знать, на месте ли ее барахло. Хорошо. Ты что-то поздно, Мэй. Как дела? У нас же сегодня запланировано. Надо в приют тыкать. А, точно. К бабуле. Я забыл. День был сложный. Нам закрыли финансирование. О, Питер, мне так жаль. А еще меня как бы выселили из квартиры. Что? А тебе есть где ночевать? Вообще-то нет. Совсем. Скажи, а у вас в приюте случайно мест нет? Конечно. Можешь занять диван у меня в кабинете. Спасибо, Мэй. Пускай с бомжами спит. Хату просрал утырок. Платить надо было вовремя. Так, значит, война между демонами и Фиском набирает обороты. Знаю. Даже Шокер участвует в ней. Перебор. Выполняет поручения для демонов. Эти ребята не шутят. Может, они хотят заменить Фиска? Не хочу. Ну, Шокер, по-моему, уже вообще нигде не участвует. Он уже немножко того...
Фиск и Шокер это первый и второй Я не босс. спал с самого задержания Фиска. Пора бы мне начать о себе заботиться. По-моему, следующим боссом будет у нас либо негатив, либо будет у нас Скорпион. Со Скорпионом мы будем еще драться вместе с Носорогом. Я помню то, что там 2 босса было. Откуда ты тут в такой час? Откуда ты тут? Надеюсь, у Мэй удобный диван. Все, можно спать, прилабуниваться. Какая-нибудь проблема. Ночлег найти. Я не могу их взять. Может. Бабулька делает все, чтобы он внука этого и больше не видеть. Ну, не бабулька, а тетя. Чтобы она с племянника своего больше не видит, она ему деньги дает, либо все, вали куда-нибудь уже подальше. И возьмешь. Я все отдам. Скоро. Учись просить о помощи. Ах, ты так похож на Бена. Спрячь эту паркеровскую гордость и признай, что ты тоже человек. Как и все мы. Мартин. Простите, что помешал. Просто хотел сказать, мне нужно уехать из города. Ты за главную. Ну, мне же не впервой. Долго тебя не будет. Я пока не знаю. Все в порядке? Одно личное дело, которое я давно задумал. Но позаботьтесь об этом месте. Оно представляет мою светлую сторону. Ну, тут уже начинает тебе подогревать интерес, то, что негатив, светлая сторона, темная сторона. Надеюсь, мистер Ли здоров. Алло? Привет. Видел статью? Ага. Робби, наверное, в полном восторге. Да, они все говорят. И прикинь, мэр Осборн только что объявил, что сегодня днем вручит офицеру Дэвису награду. Ого. Постой. После этого пройдет митинг Осборн... мне все понятно. Ага, нам тоже. Но все равно я рада за офицера Дэвиса и его семью. Я буду там как репортер. Составишь компанию? Да, конечно. Увидимся. Ладно, еще, по-моему, я успеваю до нее добежать. Как унизительно брать деньги Мэй. Надо бы отправиться в город и попытаться заплатить вперед. О, мне игра напоминает то, что ты должен проходить побочные задания. Ты должен там... Ну, это, кстати, еще не все побочные, которые я открыл. Там же есть там еще, по-моему, какие-то будут. Типа голубей там поймать, что-то такое. Вот я понимаю, припоминаю такое. Активностей тут напихали, конечно, левых очень много. Ну давай, поблизости мы, короче говоря, тихо. Давай вот эту вышку мы откроем. Там, глядишь, и сюжетная появится. Где-то собор, помню, это зафотографировать надо тоже. 10:30. На инкассаторскую машину напали люди в масках. Происшествие к северу от Хаустон. Да подожди ты. Не, ну вот эти вот инкассаторские нападения на инкассаторов и так далее, это прям бесконечно будет. Чик. А чё, где сюжетная-то? Ну нет, так нет.
Ладно, давай вот это вот размотаем кого-нибудь. Пора баиньки. Эй, Джефф! Поздравляю с Вот сегодняшней сюжетная. церемонией! Скорее бы это закончилось. Выступать на публике страшнее, чем грузовик полный демонов. Но я звоню не поэтому. А почему? Я узнал, что демоны планируют заявиться на стройку Фиска в центре города. Жена убьет меня, если я сорву церемонию, чтобы погоняться за бандитами, но... Может, дружелюбный сосед-напарник поможет мне? Понял. Я проверю и дам знать, что Ну, найду. ты же его не вырубил. И еще. Совет насчет публичных выступлений. Представь, что они все в одних трусах. Ну, кроме Осборна. А, лучше забудь. Все вроде. Ладно, давай добираемся до места назначения. Будем закругляться на сегодня. И так, походу, по сюжету там чуть ли, ну, четверть игры я, наверное, прошел. Сюжетная тут не очень длинная история. Я думаю, сюжет без поводчик можно часов, наверное, за 10 пройти. Еще сообщение от Дока. Питер, боюсь сглазить, но направление, в котором я работаю, может не только вернуть наш проект на рельсы, но и расширить его до степени, о которой мы не мечтали. Не все так плохо, как кажется, даже когда Норман лишает нас денег. Надеюсь, все получится. Работа Дока слишком важна. Все, мне на самый верх. Бай. Consolidated Shipping. Джефф, я здесь. Что ты видишь? Найти всех и всех убить. Похоже, демоны входят на территорию Фиска. Точно справишься? Справлюсь. Ну, вот эта вот миссия у нас была на E3, когда только анонсировали Человека-паука. По-моему, именно эта миссия была. Ладно, мы прерываем это задание. Мы его потом выполним. На сегодня будем закругляться. Всем спасибо за поддержку, за просмотр. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все. Всем удачи и пока.